Привет, ребят! В этом видео мы поделимся с вами 50 разными важными вопросами насчет торговли на Amazon. Мой друг Женя задаст вопросы, а я на них буду отвечать. Меня зовут Вова, торгую на Amazon с 2016 года. Вот мой канал на русском языке про Amazon. Вот, так что надеемся, что вам понравится видео. Жека, представься, пожалуйста. Всем привет! Мне интересна эта тема. Вова ответит на вопросы, которые я ему составил. И, возможно, поможет мне, как и многим другим людям, определиться, стоит ли им начинать торговать на Amazon. Вов, привет! Здорово. И первый вопрос. Торговля на Amazon. Что она из себя представляет? Расскажи, пожалуйста. Хорошо, сейчас расскажу, что из себя представляет торговля на Amazon. Также скажу, что в описании этого ролика будут разбиты все вопросы по тайм-кодам, чтобы, если вам интересен какой-то специфический вопрос, там посмотрите. Для удобства. Да, для удобства просмотра. Значит, еще раз, что из себя представляет торговля на Amazon? Смотри, Жек, есть много разных моделей торговли на Amazon, типа дропшип, онлайн-арбитраж, ритейл-арбитраж и private label, например, и wholesale. Теперь, что эти слова значат? И я занимаюсь только private label, я не торговал другими моделями. И как работает хотя бы та модель, по которой я торгую? Я закупаю продукты в Китае, брендирую их под свой бренд, и потом везу их в Америку и продаю на Амазоне. Что значит продаю на Амазоне? Amazon — это большой онлайн-магазин, можно сказать, и у них есть очень прикольные сервисы, которые называются Fulfillment by Amazon, FBA то, что называется. И это значит, что есть доставка с помощью Amazon. То есть я не держу склад у себя, я держу склад у Amazon. То есть, например, я закупил 1000 футболок, да, забрендировал их под бренд Athletic там, или как он называется. Послал их на Amazon, и на сайте Amazon я могу их продавать, но в момент, когда кто-то купит у меня, посылает ему продукт Amazon, то есть домой. Вот. Это по системе Private Label. Ну, вообще, то есть опция пользоваться FBA, вот этими сервисами Amazon, для того, чтобы посылать продукты. Или можно просто на сайте торговать и через свой, скажем так, warehouse или это склад ссылать продукты. Вот. Ну, это так, по большому счету. Как ты сказал, что ты покупаешь в Китае, и они везут этот товар в Америку. То есть это обязательно нужно делать через Китай или... Ага, я понял. Не, я покупаю в Китае, потому что так я обучался, когда курсы делал. Это еще в 2016 году было. То есть с Китая нас учили везти. Теперь не Amazon везет с Китая. С Китая на Amazon везу я. То есть моя цель доставить мой продукт из Китая или там из Израиля, например, или из Африки откуда-нибудь, да, на Amazon в Америку, например, да. И этим занимаюсь я. То есть я заказываю продукт, брендирую, говорю с заводом, придумываю этот продукт, понимаешь? И потом посылаю это через, перевозчика, скажем так, на Amazon уже. То есть или кораблем, или самолетом, поездом даже можно переслать. Там, это в Европе. Я сам не пробовал поездом, но есть такая опция, да. Вот. А тогда, когда Amazon принимает товары уже, тогда он их рассылает по людям, которые покупают. Понятно. Смотри, ты вначале сказал, что ты начал в 2016 году. Я тебя как раз хотел спросить, когда ты начал, да? И почему ты начал? Такой вопрос. Понял. Да, на самом деле начал в 16-м, в конце 16-го, это в октябре примерно, я с партнером начал. Мы начали обучаться Амазону, то есть там первые вебинары купили. И как я вообще до этого дошел и почему? Смотри, я вернусь тогда в 2014 год примерно. Я путешествовал по Азии примерно год. Бэкпэкинг называется, с сумкой. Вот. И, в принципе, просто путешествовал. И у меня вот год был как... где я не работал, у меня были деньги в банке просто, и я передвигался свободно. Это была ультимативная свобода, наверное, самая максимальная, которую я добился в жизни до сих пор, как я представляю, да, было очень круто. И во время этого путешествия я повстречал много людей, и как бы я понял многие вещи о жизни, так можно сказать, и в какой-то момент под конец путешествия я был в Индии, в Таиланде, в Лаосе, в Камбодже, в Вьетнаме, в Японии и в Бирме за все это время, да, и вот под конец я опять вернулся в Индию, познакомился с типом одним, он был индус, он говорит: слушай, у тебя прикольные истории путешествий, он говорит: почему ты блог не пишешь, то есть почему ты не делишься? Я говорю: а что за блог путешествий? Он говорит: да, типа, можно делиться информацией как бы о путешествиях, рассказывать людям о своих путешествиях, объяснять им, как сэкономить денег в путешествиях, как переезжать со страны в страну и так далее и тому подобное, и зарабатывать деньги с этого тоже. То есть, и, в принципе, можно быть то, что называется digital nomad, дигитальным странником, что ли, и, получается, зарабатывать и с компьютером, жить в любой части мира. И я аж такой: нифига себе, типа, это уже было под конец путешествия, и как бы
Мне это очень понравилось, и я понял, что мне это очень интересно. Я вернулся домой потом, в Израиль, после путешествия, прошел почти год. И сразу же открыл блог на WordPress, вернулся на работу спасателем, я работал в бассейнах тогда, и начал хаслить. То есть я начал искать выход, как уйти с работы, чтобы путешествовать и как бы быть full-time предпринимателем. То есть как бы уже жить со своих каких-то штучек дел. И у меня не получалось примерно 1,5 года, я пробовал с блога, у меня Инстаграм я пробовал вести, там я делал лайвы в Перископе, да ничего только не делал, мы там пробовали шмотки продавать, и ничего не получалось, и вот до 2016 года мы наткнулись на Amazon, и я нашел это, рассказал партнеру, он начал искать, Google, купили тогда... А как ты наткнулся? Это был какой-то ролик на YouTube или что это было? Да, я где-то услышал про дропшиппинг тогда. Ты меня сегодня до этого спрашивал про дропшиппинг, я говорил про эту модель тоже. И я поделился со своим другом, сейчас с партнером тоже. И то есть оказалось, что есть такая модель, и вообще, что есть Amazon, и как-то мы дошли до FBA вот этого, именно Amazon, вот пользоваться сервисами Amazon, чтобы продавать, потому что, опять же, в чем комфорт, я могу сейчас с тобой общаться, у меня настроена система в Амазоне, то есть и продажи идут, и мне не нужно там физически находиться, то есть, мы поговорим об этом еще, наверное. Да, конечно. Так вот примерно я дошел до того, что мы начали продавать, и потом я уволился после 2016 мы начали в конце 17-го я уволился с работы, мы полетели жить в Таиланд уже, там я прожил 2 года примерно, Да. Сейчас вернулся в Израиль, по-разному. Это уже другая история. Да, может поговорим о ней тоже, не знаю. Да, я хотел тебя спросить, а какие первые шаги были? Вот ты услышал дропшиппинг, да, как ты говоришь, ты начал искать информацию, вот это переходил по страницам, там, по ссылкам, и в итоге пришел к FBA, и вот ты начал. Да. Какие твои первые шаги были? Начал в каком плане? То есть начал именно я решил, что... все, ты сел за компьютер и... правильно, Я понял. это же за компьютером происходит. Да. Вот, ты садишься за компьютер и начинаешь, все, я начинаю на Амазоне. Ты регистрируешься там. Какие Всё, первые шаги? хороший вопрос, да. То есть тогда мы нашли, то есть вот это через Google все как-то нашлась вот эта тема FBA. Мой друг-партнер, он нашел вебинар, тогда Sales Hub, может кто-то обучался, это Игорь Кустов тогда. Мы купили вебинар, потом, по-моему, был еще вебинар, то есть мы купили информацию, да, которая показывала, как начать на Амазоне. И потом там уже пошагово объяснялось, что делать. То есть, например, начинать искать продукт, регистрировать там селлер-аккаунт и так далее и тому подобное. То есть в курсе, да, который мы купили, вложили. Сначала это был какой-то... Сначала обычно так как воронка идет. Бесплатный курс, там тебе продается, возможно, какой-то мини-мастер-класс, потом большой курс. А вы все эти курсы купили? Типа того, да. Получается, сколько денег вышло? Слушай, я помню, что за все про все... на двоих. На двоих в районе, за все про все, туда-сюда, где-то $340. Сейчас, спустя время, вот вы потратили, вот то, что... Насколько курс был полезен, эффективен? Я понял. Смотри, во-первых, он был полезен, да, то есть я не знаю, если до сих пор Sales Hub существует как компания, которая продает курсы. Был полезен, потому что нам объяснили, как это все работает. И еще одна вещь. Одного курса не хватает. Не то, что не хватает, вообще... Недостаточно, то есть, Не, возможно, достаточно, но надо все равно всегда обучаться новым вещам. Потому что в курсе, да, меня, скажем, не учили копирайтингу, меня не учили продажам как таковым, меня не учили психологии человеческой. А это все надо учить, чтобы стать продавцом лучше и лучше, как продавец. И только на Амазоне, как продавец, любых вещей, наверное. Соответственно, вот, да. То есть, получается, в процессе того, как у тебя развивается это дело, ты понимаешь, ты понимаешь, что тебе нужно еще, какие области охватывать. Конечно, да. Конечно, в базовом курсе тебе объясняют всю базу, как именно, как систему запустить Amazon FBA. То есть довести продукт, как открыть листинг, как работает реклама на Amazon, да. Например, вот мой партнер занимается рекламой уже 4+ года, я этим занимаюсь. Мы брали курсы у Никоза, у Паши Хазанова мы брали курсы. То есть он курсы эти проходил как бы. Я к чему это говорю? Меняется система сама тоже. То есть, по большому счету, Amazon остался таким же, но PPC, это вот реклама, она может меняться. Конечно, надо постоянно быть в теме и обучаться. Скажи, пожалуйста, ты можешь назвать 3 своих главных достижения в Amazon торговле на данный момент, с того времени, как ты начал, и до сегодня? Как понять достижения? Например, ты хотел сказать, запустить, продавать 5 продуктов, и ты это достиг. Я понял. Я тебе скажу, первое достижение был 17-й год, я тогда еще прочел Наполеона Хилла, есть «Думай богатей», прикольная книга, советую.
И если я не ошибаюсь, это с той книги было. Он написал там так, насчет денег, то есть цель денег, денежная цель, и как ты ее добьешься. Я помню, я сейчас на экранчике появится тоже мой листик старый, где это написано. И написано было так, если я правильно помню, я буду продавать на Amazon, я запущу 4 продукта и дойду до profit, да, это выручка, да? Да. $4000 в месяц. Ага. Я это буду делать по системе запуска продуктов на Amazon, будет 4 продукта. Ну, сейчас будет видно ребятам, если я правильно запомнил. И мы дошли до этой суммы. То есть в последнем месяце каждый примерно по 4 заработал. Как бы мы начали в начале 17-го, и под конец, именно уже на Крисмас в декабре, мы бомбанули примерно по 4 косаря каждый. Чистыми, то есть в долларах на Amazon US. Это был такой первый такой большой, achievement. Еще был achievement Lighting Deal. Я помню, я сидел, что такое Lighting Deal, это на Амазоне можно делать такие, как распродажи, прикольные. Короче, я тогда еще работал спасателем, и я сидел, помню, копирайтил, писал эти тайтлы, буллеты тайтлы, это заголовки для продуктов новых, по-моему, запускали тогда что-то. Я сидел, смотрел за бассейном, вечер был, и у нас был как раз этот диль, то есть у нас распродажа была в какое-то время, я смотрю, я забыл даже, походу, про нее, смотрю, что продажи идут, а мы продавали тогда, не знаю, по 20 штук разных продуктов в день, то есть в общем, суммарно. И что-то по 20 штук одного продукта. В общем, по-моему, в то время это было, я не помню, может быть, 30-20. То есть так что-то там шло, да. Я не помню тоже, сколько продуктов было на тот момент самый. Там запустились несколько продуктов в конце года. Ясно. И, значит, и вдруг идут что-то продажи, бум-бум, поднимаются, там уже там что 100, 120, а время еще в Израиле было 8, это вообще утро в Америке. Я что-то пишу партнеру, типа, что происходит, как бы, туда-сюда, и, короче, распродажа настолько разлетелась, что мы за этот день продали 1000 единиц продукта, да. Вау. Да, это была вторая, а третья, это что с помощью Амазона и с помощью веры в эту тему и как бы с когтями вцепившись в нее, я смог уйти с работы спасателя еще 3+ года назад и начать жить жизнь без работы. То есть, срочно без работы. У меня есть YouTube-канал, у меня есть курсы на Udemy, есть Amazon бизнес, то есть нету работы, где я на дядю работаю. Поделись, пожалуйста, плюсами и минусами торговли на Amazon. Какие они? Ага. Пару плюсов, это что на самом деле не нужно трогать сток. Ты не работаешь с инвентарем. То есть ты работаешь с инвентарем, еще как работаешь с инвентарем, но тебе не нужно идти на почту и отсылать. Меня это все время пугало. Я думал, там на eBay ребята торгуют, тоже на eBay, наверное, можно тоже по-другому торговать, есть fulfillment сейчас, но мне казалось, что ты идешь на почту и там заказали, тебе надо клеить какие-то наклейки. А на самом деле, может быть и да, но на Амазоне нет. То есть мы готовим продукты в Китае, отсылаем их в Америку, и это плюс, потому что удобно. То есть ты настраиваешь систему так, что можно разные системы так настроить, что они работают, когда ты спишь, и ты получаешь деньги, когда ты спишь. Конечно, за ними надо следить, как и все в жизни. Надо вкладывать время, больше вложишь, больше будешь обучаться, больше денег вложишь, возможно, сможешь больше заработать. Говорю, возможно, потому что можно везде прогореть. Это всего лишь продукты, ты покупаешь продукты и продаешь их в другой стране на площадке. Может быть, у тебя, не знаю, забанят там тебе твой аккаунт, ты вообще не сможешь продавать. То есть, к этому. Минусы — это что ты зависишь от Amazon. То есть, хотя бы на уровне изначальном, если ты запускаешь свой бренд через Amazon, то же значит бренд, типа, у тебя есть футболки, да, ты их можешь продавать и здесь, и там, и тут. А если ты только на Амазоне, то у тебя риск, Потому что тебя могут забанить на Амазоне. Но если ты слишком сильно не чернишь и хорошо относишься к customers, поговорим об этом, да? Поговорим об этом. Это минус, что ты зависишь от Амазона. Да. Слушай, а бывают у тебя приступы лени, нежелание что-то делать, как и у всех людей? Как ты с ними борешься? Бывает, конечно. Бывают страхи, лени, бывает, что я загоняюсь как-то. И бороться, как я с ними борюсь? Во-первых, нужна какая-то побольше цель, знаешь, вообще. То есть, если скажем так, что даже больше Амазона, если ты понял, что я имею в виду. То есть, вообще большая цель. Куда ты знаешь, просто, понимаешь, можно поставить большую цель, и ты можешь подумать, в какой-то момент, подумать, это слишком большая цель, я к ней не приду, и такой. Тоже может быть, да, конечно. Поэтому это очень хороший, кстати, хороший point такой, ты прав, потому что, может быть, ты скажешь, или даже несколько лет уже прошло, а я иду, все, а я далеко. Но если ты все-таки, мне кажется, видишь эту большую цель, да, у всех разная, может быть, кто-то сейчас думает, а что за большая цель, как ты вообще это там описываешь, как сказать, у всех она будет, опять же, своя, но это больше, чем Amazon. Например, какая у меня большая цель, и одна из больших целей, вчера об этом говорили, сидели с тобой, я понял, это сейчас чуть не Amazon, но у меня так получается, вроде, иногда с людьми общаться и как-то их направлять в нужное русло им или в нужный путь,
по жизни. Я заметил, что у меня это получается, у меня сейчас 30 лет, и ко мне часто люди приходили за советом, за этим, и мне это очень интересно делиться этим. И я думаю, что я уже понял, делая это годами, что одна из моих, наверное, больших целей в жизни — это как можно большему количеству людей помочь жить лучше. Понимаешь? Чтобы мне это приятно, я кайфую, когда мне кто-то говорит там, блин, вот у меня там получается или что-то, или я просто вижу, что у кого-то получается, что-то по какому-то моему советику там. Мне это очень приятно делает. И вот. И я уже забыл, о чем мы говорили до этого чуть-чуть, я вот сбился. Как бороться с ленью. Да, как бороться с ленью. Как я борюсь с ленью? Во-первых, просто набиваю привычки. Например, я вот хожу в качалку. Я уже хожу в качалку с 2011 года. Если ты помнишь, в армии, когда я пошел первый раз, я делал грудь, и у меня упала гантеля, как бы. Я помню хорошо. Но я продолжил ходить в качалку, ходить. Пока не перестал ронять. Пока не перестал ронять. А потом мне было как-то лень ходить, но набилась привычка. И уже настолько набилась, что лени меньше становится. Вот примерно так. То есть выработать привычку, как ты говоришь, и лени станет меньше. И будет легче с ней бороться. Да, скорее всего. Опять же, у тебя будут новые вещи, которые ты будешь делать, но ты уже набил привычки, ты уже знаешь, что такое. Ты дисциплинируешься. Да. Пиши свою рабочую обстановку и скажи, пожалуйста, вот какая она была раньше, какая сейчас, какое отличие? Рабочая, то есть как, на Амазоне именно? Ну вот утром проснулся, вот ты как, что ты делаешь? Раньше, когда я работал, я был спасателем, я вставал в 5:20, 5:40. Не, пропускаем спасателя, вот ты начал на... Спасатель, да. Ты не спасатель. Ура! Не, было хорошо, мне нравилось. Ты начинаешь заниматься Амазоном, все, ты уже начал, ты уже не работаешь спасателем, все, забудь, ты хозяин своей судьбы, ты проснулся, что ты делаешь? Я понял. Ну, сейчас я просыпаюсь примерно в 7:40, в 7:30, я кушаю, делаю что попить, сажусь с Кирюхой, с партнером, мы сидим и... Созваниваетесь, да, 2 часа примерно. Мы это делаем с понедельника по пятницу. Да, иногда по надобности в субботу, воскресенье, смотря что происходит. Вот. Иногда мы можем отменить, но вот 2 часа мы работаем вдвоем. Вот. Потом я, как правило, если я не поел до этого, я ем. После разговора, когда я ем, я слушаю обычно какой-то подкастик или что-то, так, что-то смотрю обычно. Что-то связанное с работой или... Да, обычно это связано с... Обычно, да, большинство времени это связано с саморазвитием, с Амазоном, с Ютубом также. Вот. И на Амазон, на самом деле, у тебя, по-моему, есть такой вопрос, потом говорили на эту тему тоже, это сколько... времени на Амазон уходит, мы, наверное, дойдем до этого, но, в принципе, пару часов в день, да, уходит на вещи, которые нужно делать, возможно, каждый день, которые мне стоит делегировать потихоньку тоже, вот, но, да, на самом деле, в данный момент работа над Амазоном, если не дальше развивать, то есть над над флоу работы, просто там посмотреть, что на листингах там, посмотреть, что там в мейни-чате, ну, то есть там, если пришли какие-то кастомеры, если надо что-то сделать, ну, это пара часов в день. Это вместе с тем, что мы общаемся. Все автоматизировано на хорошем таком уровне. Это сейчас. Да. А раньше, вот в начале, как у тебя было? Сколько времени? Хороший вопрос. Да, в начале мы не знали вообще, что происходит. Мы не знали, куда мы попали, как искать продукты. Конечно, в курсе все это объяснялось. Как все. Что-то объяснялось. И мы сидели, искали. Несколько недель искали продукт, я помню. То есть, вот это была такая... С утра до вечера. Не с утра до вечера, но и пару часов я вкладывал в это. И посоветую побольше часов вкладывать. Человек, который вкладывает в дело 2 часа в день, и человек, который вкладывает 4, он за полгода добьется того, что тот за год добьется, примерно. То есть, по математике. Логично, да. Да, и вот, да. То есть, а что еще, вначале просто много уходило на то, чтобы понять, и тогда еще больше и сильнее, наверное, были... Doubt, как это будет? Я был не уверен. Я был, что мы делаем, что-то новое вообще, понял? Никогда у меня не было бизнеса до этого, это был мой первый бизнес. И я не знал вообще, куда, что. Потом, когда еще с работы ушел, вообще было страшно. Мы еще в Таиланд переехали сразу же, знаешь, так, такие, знаешь, прыгнули в глубокую воду, и хорошо, что сделали так. Скажи, пожалуйста, а что нужно для того, чтобы достичь успеха на Amazon? То есть, какие вот, может быть, предпосылки в человеке, вот как характер, может, какие-то... Окей, хороший вопрос. Я скажу, что чтобы, скажем так, добиться успеха тоже это, наверное, у каждого по-своему смотрит. Смотри, допустим, у меня цель зарабатывать каждый месяц чистыми $2000. Да. Что мне нужно, какие у меня должны быть, вот какой должен быть, может быть, по характеру, может, я понял. Хорошо. Я понял. То есть тогда ты будешь чувствовать, что ты уже уже нормально себя чувствуешь, комфортно, ты дошел, у тебя получилось. Я или человек какой-то другой услышит, типа, да, у меня действительно есть такие навыки, стоит попробовать. Ага, я понял. В общем, не останавливаться, потому что
у нас были моменты, да, когда было очень тяжело, как бы, было, ну, не было, то есть, там, не хватало денег, надо было за продукт платить, там, какие-то ошибки мы делали, перекупали слишком много товара, понимаешь, деньги, связано с деньгами все. Вот, и суть в том, что можно было очень много в этих разах, как бы, сказать, все, хватит, типа, не знаю, не хочу больше, не могу, боюсь, не знаю, там, не останавливаться, дальше идти и пробовать вот эту тему, то есть развивать. То есть, скорее всего, твой первый продукт, да, или какой-то из продуктов, или вообще что-то из твоих шагов будет плохим шагом. То есть оно, ты, ну, как скажем так, у тебя, он не даст тебе то, чего ты ожидаешь. Вот. И, соответственно, тоже твои ожидания должны соответствовать каким-то реалиям. Но также давай себе возможность мечтать жестко, типа, понимаешь, какие-то, если ты хочешь мечтать о, там, если связано с твоей большой целью какой-то или с деньгами, ты можешь сказать, ты хочешь сейчас 2, да, ну где-то ты можешь сказать, а что было бы, если 20 зарабатывал в месяц, например, да, там, уже по-другому чуть-чуть думается, да, не то, что говорю, что, ну, скажем так, надо ставить эти цели, но если ты какую-то побольше цель иногда ставишь, если хочешь 2, поставь 10, просто как цель. И, возможно, дойдешь до 2, возможно, до 10. Быстрее. Тут, да, может быть. Ну, это на самом деле, потом надо все это писать на бумаге, да, ты слышишь, сколько продуктов надо продать, чтобы X, Y, Z, да. Потом это падает на бумагу и как бы математически высчитывается. И реализмом, как бы, да. Но все же, я думаю, что хорошо ставить очень большие цели, потому что это мозг твой вытаскивает из какой-то маленькой коробочки, и всех она разная, ее можно бесконечно увеличивать, знаешь, но вот, как-то так, наверное, да. И плюс уметь нарабатывать привычку сидеть и работать, скажем, над бизнесом, привычку, ну да, как бы если приходят страхи или что-то, оценивать их реальностью, как бы, смотреть на вещи тоже с позитивной стороны. Да, если даже что-то тяжелое происходит, и ты уже вот у тебя прям проблема, ты чувствуешь, но все равно позитивно на нее смотришь, и реализмом ее как бы так закручиваешь в реализм и решаешь ее. Ты будешь, или ты есть вообще-то, ты человек, ты всегда решаешь какие-то проблемы, но как продавец на Амазоне, у тебя постоянно будут какие-то проблемы, ты их будешь решать, потом выстраивать систему, и потом будет лучше вообще. Да. То есть, в общем, возникают какие-то проблемы, не сдаваться, вырабатывать привычку, усидчивым быть, продолжать делать, не сдаваться. Да. Может быть, это слышится как бы, типа, человек скажет, ну да, типа, но это не так уж просто, как бы, да. Да, надо, в общем, проверять свой характер, как бы, да. Я тебе скажу, Жак, что большинство людей, которых я знаю, которые хотели что-либо создать свое, то есть свой бизнес построить, что-то, часто не начинали вообще, по разным причинам, по страхам, наверное. А те, кто начинали, часто делали очень мало вещей и возвращались в то, что ничего не делание. Поэтому вот надо перебороть себя, надо сидеть. И опять же, возможно, ты будешь целый год вкладывать время, и у тебя даже не запустится продукт, но вот все равно стараться дальше. И то, чтобы тебе тоже нравилось это, тебе хотелось бы, ты чувствовал бы что-то внутри, что ты думаешь, блин, да, вот мне это что интересно. Тебя будет толкать. Да. Конечно, хорошие друзья рядом, которые подталкивают, потому что люди, которые тебя не подталкивают, это жесть, как бы. Скажи, пожалуйста, а вот есть ли книги, которые могут помочь в торговле на Amazon? Какие книги ты читал, какие тебе помогли? Да, интересный вопрос. Я скажу, что вот торговля на Amazon, надо очень сильно обучаться продажам тоже, чтобы потом на своих листингах продуктов знать, как их продавать. То есть писать продающие текста, там все такое. То есть, соответственно, я посоветовал «Психологию влияния», скажем, Роберта Чиалдини. Очень хорошая книга. Именно понять, как консюмеризм работает, как люди покупают. Очень хорошая книга, мне очень понравилась. Это, то есть, касается не только Амазона, а в принципе какого-то начинания дела? Специфически Амазона я бы посоветовал The Everything Store, но на русском ее нету, по-моему. Это магазин всего 2013 года про Безоса и про Амазон. Вообще, чтобы понять, насколько дикая и огромная эта система. Вот, но не знаю, если он на русском есть, эта книга. Чиалдини есть на русском, я почти уверен. Вот, это именно про Amazon. А для того, чтобы понять вообще воронки продаж в интернете, я бы посоветовал книги Рассела Брансона. Это Dotcom Secrets, Traffic Secrets и Expert Secrets. Это именно интернет, это про интернет, про продажи в интернете, про то, как работают воронки в интернете. И это тоже связано с Амазоном. Вообще просто нету прям книг, была бы кому-то, может быть, идея запилить книгу прям вот
четко по вот От А до Я, да? что-то такое, да. Но для этого есть курсы, как бы, понимаешь, тут в этом дело. Вот мой следующий вопрос по поводу Да. курсов был бы. Да. Ты с И книги... с книгами вообще я посоветовал бы еще для майндсета, да, вот там «Богатый папа, бедный папа», для начала, чтобы как-то зайти в эту тему, вот создание чего-то своего, пассивных доходов. Тебе же нужен пассивный доход, да. И это активный доход, ты что-то делаешь, но ты выстраиваешь системы, и они работают, когда ты спишь тоже. То есть, да, есть пассивный доход. Вот в чем прикол. Ты должен работать над ними, и чем больше будешь работать, ты будешь больше получать. И частенько люди становятся воркоголиками тоже. Они работают еще больше, когда у них есть... По разным причинам. Это весело тоже. Когда интересно, ты аж... Вот. И я бы посоветовал эти книги. Ну, еще есть классная книга «Книга для героев». Вот, это вообще пушка. Это Тарасов Владимир Тарасов, по-моему. 3 часа. Да на Ютубе есть тоже здесь хорошая книга. О чем книга? О чем книга? Ну, вкратце, это такой путеводитель по жизни. Разные притчи, разные такие темы, которые смогут помочь взглянуть на Решить жизнь. какие-то проблемы и мотивировать, да? Ну да, мотивировать. Так, по поводу книг мы поговорили. Подскажи, пожалуйста, полезные YouTube-каналы, желательно на русском языке, потому что мы с тобой на русском говорим, да? И может быть, курсы тоже на русском языке. Какие ты можешь посоветовать? Я понял. Смотри, я обучаюсь вообще большинству вещей на английском, вот, ну и поэтому особо не могу посоветовать русских каналов. Есть Seller Insiders, это Джозеф Кеш. Я, как и курс, их посоветую, потому что мы брали у них курс. Не базовый, это был курс более для advanced sellers, кто уже продает. Продвинутые. Да. И хороший контент у них. Я так понимаю, что и для новичков у них есть хороший контент. Я в описании оставлю аффилиатную ссылочку на этот курс и вообще на курсы Джозефа. А сколько он стоит? Может, да, может... мы брали вебинар, ну не вебинар, а как бы курс для Advanced, не помню, это пару сотен было. Я понимаю, что курс, скорее всего, для новичков будет стоить тоже несколько сотен, наверное, может быть больше. Посмотрите по ссылочке, ссылочка реферальная, значит, что если когда-либо вы с Джозефом будете что покупать у Джозефа, то тогда я получу часть от сделки, это не будет вам стоить больше, но таким образом можете поддержать мой бесплатный контент здесь. Вот, это тоже, кстати, одна из вещей, как можно зарабатывать в интернете, это affiliate marketing, это вот реферально подсказывать людям хорошие нужные продукты, и если они хотят, могут через тебя купить, может быть и нет, иногда есть даже скидки разные на эти купоны, курсы, да, купон, с... чтобы вот человек берет с купончиком, и через ему тебя и дискаунт, да, и все как бы выигрывают. Да. А я создаю как бы бесплатный контент, полезный, стараюсь хотя бы, вот, так что Seller Insiders, да, и, ну, кто еще там... Блин, я на английском, честно, большинство времени обучаюсь, и вот даже не припомню сейчас, да. То есть можно резюмировать с того, что ты сказал, что больше информации получить можно на английском языке, и, скорее всего, больше успех, чтобы достичь больше успеха, тоже нужно как бы лучше знать английский. Ты смотри, я не знаю, если прям так. Ну, вообще английский нужно знать, да, чтобы на Амазоне торговать, тоже это важно, очень поможет. Или хотя бы, чтобы у тебя партнер был на уровне хорошего очень английского. И да, я бы посоветовал. Но да, каналы русские есть хорошие, я просто не знаю особо. Хватает информации на русском. Есть курсы офигенные на русском. Реально, Seller Insiders, там ребята, ну, серьезные продавцы, и они выдают инфу как бы хорошую. Но они на английском выдают. Не, на русском. Seller Insiders на русском. Это на русском. Хорошо, канал. отлично, Да, отлично. Да. Ну и группы есть разные. Project Amazon, по-моему, есть. В Фейсбуке? В Фейсбуке, да. Я оставлю ссылочки на все это там в описании. Конечно, Project конечно. Amazon, по-моему, это от Дениса Сулимчика, по-моему, Денис Селлер. Я не знаю, по-моему, это их группа. Блин, я не припомню больше. Ну, есть много, на самом деле. Русское сообщество нормально. Хорошо. Такое. А YouTube-каналы? YouTube-каналы Seller Insiders, вот могу подсказать. У них есть канал. И так не помню других, если честно. Понятно. Смотри, вначале ты сказал, что есть несколько разновидностей, как там дропшиппинг, да, и прочие вещи, которые я не совсем запомнил. Да. Вот, но еще я тоже запомнил, услышал, что ты сказал private label. Да. Ты этим занимаешься? Да. Скажи, что это такое? Private label это... Ты выбирал между этими всеми нишами? Почему ты выбрал именно ее? Да, хороший вопрос, потому что, как я говорил, что с дропшипа изначально я услышал про дропшип, вот, но private label, что это такое и как мы выбрали, видимо, потому что курс и сама идея оказалась удобной, то есть в дропшипе, что такое дропшип? Например, ты продаешь майки, да? Да. А я строю магазин свой, страничку, да, где я тоже продаю эти же майки, окей, и люди могут у меня заказывать, а я у тебя заказываю, как бы на их адрес посылаю. По большому счету это дроп. Окей, хорошо. А private label это когда ты создаешь свой бренд майк, например, везешь их в какой-то магазин, они продаются на той платформе, и тебе деньги напрямую заходят. То есть private label это личный бренд, ну да, это как бы личный бренд, наверное, на русском будет.
И это твои личные продукты. Дропишь ты чужие продукты, понимаешь? А тут создаешь свой продукт, и его продаешь, как уже получается. Ну, как-то так. То есть ты создаешь свой бренд. Да. Поделись, какие ошибки у тебя были в процессе торговли на Amazon, начиная от 16-17 года до сегодня? Да, я думаю, самые большие ошибки — это перезакупка склада. Слишком много закупали продуктов. По разным причинам думали, что продадим больше, да, а закупали слишком много и застревались со складом. То есть деньги оставались в продукте, а не у нас в банке. Понимаешь? И это большая ошибка. И также не сильно оценивали параметр как возврат на инвестиции. То есть, что значит, например, если у тебя 100% возврат на инвестиции, то ты вложил $1 и получил $1 чистыми. Чем больше этот процент, соответственно, тем легче. То есть, почему? Потому что, например, у нас есть продукт, там, примерно 300% возврат на инвестиции. То есть, мы вложили $1, 3 вытащили. Начинаем торговать, да, продаем продукты, у нас собираются деньги, да, и мы на деньги, которые мы как бы заработали, мы можем успеть купить еще товара, создать его, выслать его, чтобы не выйти в out of stock, когда заканчиваются продукты, и продолжить продажу гармонично. Чтобы колесо крутилось. Да, колесо крутилось. И изначально, конечно, надо будет из своего кармана деньги. Это понятно, да. И, возможно, даже в начале будет такой момент, что у вас разгонятся сильно продажи, и вам все равно надо будет из кармана вложить, даже что у вас хорошие возвратные инвестиции. Но очень сильно следите за этим процентом. И я не могу сказать, какой хороший процент, но, скажу так, 100% возвратной инвестиции — это уже неплохо. Скажу так, если после рекламы у вас получается 100%, да, то есть вы вложили $1 и вытащили $1, после рекламы имеется в виду, после всего, что мы вытащили на маркетинг, это нормально на Амазоне. Смотри, а какие есть вот вещи, которые категорически нельзя делать? То есть какие-то деструктивные, которые ни в коем случае, ну, только вообще даже на свой страх и риск даже не стоит пробовать в Amazon торговле. Что это? Прям, которые вообще не стоит. Ну, я не советую чернить вообще, особо чернухой Что значит заниматься. чернить? Ну, например, сейчас, наверное, это уже даже не работает. Можно было сделать склейки листингов. Ты мог склеить отзывы с одного продукта на другой. Ага. И То сейчас есть вообще играться, подделывать там от одного... С правилами Амазона лучше не играться особо. Я знаю, что большинство ребят, как бы все полностью по белому не работают. Какие-то мини-вещи, что-то серый, называется grey hat. Но black hat, да, это какие-то... Я бы не советовал тоже, не знаю, топить там конкурентов негативом. Тоже есть такая тема, там топят негативом, чтобы... Ну, это, опять же, это мои ценности. Я не против такого. Ага. Но кто-то может, ему вообще пофиг. И он затопит тебя негативом, и иди вот решай. А ты используешь эту grey hat, как ты сказал? Grey hat? Да. Ну, опять же, grey hat, кому-то что-то покажется как grey hat, кому-то это будет как black hat, а на самом деле это вообще в правилах, знаешь, типа. А что можешь рассказать? Ну, например, накрутка отзывов какая-то. Например, когда-то была возможность не verify, это были сиены, 18-й год называлось, кто помнит, сиены какие-то. Можно было клеить на листинге там, ну, как не verify отзывы, например, такое. Не советую это делать, потому что в итоге, даже если ничего не происходит, то, ну, может произойти. Не хочу, чтобы кого-то забанили или что-то такое, но вот это, ну, категорически чего-то, что не делать прям. Не нарушать правила, это мы Ну, поняли. да, насколько возможно не нарушать, а категорически что-то одно я просто не могу. Не, ну вот, допустим, типа, ну, дай мне пример. накручивать отзывы. Пятерки ставить fine, там. Не, ну grey. если накрутка отзывов как бы правильная и красивая, да, когда ты умеешь хорошо построить свой follow-up, это за продажи. Ну, допустим, смотри, если я делаю email рассылку и прошу оставить отзыв, Да, это не накрутка. Да, это да, как бы Я просьба понял. Это... по желанию. Захотел, Да, кликнул, да. помог, захотел, нет. А ей, ну, допустим, может быть, какие-то сервисы. Я понял, есть. да. Не советую сервисами тоже пользоваться, Не потому что надо. вы не знаете, кто, что. Разве что вы знаете проверенный сервис, у вас друг, который пользовался, и все равно я бы не советовал, потому что, ну... Как минимум могут просто деньги угнать, украсть. Да, это тоже. Или самое плохое, могут забанить вас. И тогда... Или стереть отзывы там, или что-то такое. Особенно, да, если ты начал, уже какие-то результаты начал достигать, и у тебя появился соблазн это сделать, да, то есть ты думаешь, блин, ну вот может быть там как-то подкрутить что-то. Да, я понимаю, да, много будет разных соблазнов и всего. Лучше по белому работать в долгую. Если вы хотите в долгую строить бренд через Amazon, запускаться, я думаю, лучше в белую работать, насколько возможно это. Угу. Скажи, пожалуйста, а можно ли говорить о такой вещи в Amazon торговле, как о везении и удаче? Вот там, ну, стоит ли рассчитывать на этого, ждать, или
чисто там стопроцентный труд и все. Может тебя повести, может быть завтра твой главный конкурент, который хавает 80% из всех продаж ниши, его банит Amazon или что-то такое, или он уходит out of business какой-то причиной. Ага. Повезло. Да, Это в как принципе, черный, согласен. как Black Swan, how you call it, это черный лебедь. Черный лебедь, наверное, плохая что-то вещь, да, это как будто белый лебедь такой появился, знаешь, Хорошо, типа, да. прилетел там, оп, главного конкурента выгнал, вот. Это да, это удача. И ты выходишь на Ты- первую позицию. Ну, то не, есть- может быть, не на первую, может быть, ты был на пятой, да, теперь 80% ниши делится между вами четвермя. ну да. В И это принципе, да, повезло как бы. Здорово, да. Да, бывает. Но такое, делать да. ставку на такое... Нет, ты не можешь знать. Это, даже. это глупо. Да, сделать ставку на везение нехорошо. Надо делать ставку на обучение, на знания, на понимание себя, на развитие, на саморазвитие, на вот это вот. Да, это да, потому что так у тебя есть хотя бы шанс, что что-то получится. Не факт, что получится, но да. А если просто expect, типа, ожидать там удачи или что-то, это хорошо, надо быть позитивно настроенным. Я всегда готов к удаче. Я даже говорю, что я очень удачливый человек по жизни, честно. Я вот когда людям говорю, мне везет по жизни. И я это очень ценю и желаю всем удачи. Но, может быть, только то, что я говорю это, я чувствую себя более удачливым человеком. Об этом можно прочитать в разных книгах, но это правда, мне реально повезло. И по может быть жизни. потому, что Много. ты очень упорный, усердный, и типа тебе кажется, что это удача, а на самом деле это... Ну, да, в итоге я не знаю, мне, как тебе сказать, мне кажется, что, мне как бы, у меня и плохие вещи в жизни происходили, как и у всех, но в общем, мне повезло, мэн, как бы, со многими вещами в жизни, да, мне кажется. Я надеюсь, что так и дальше будет, и я желаю всем, опять же, такого вот. Не прям такого вот, как у меня, но по каждому по-своему, да. Хорошо, скажи, Вов, пожалуйста, а что самое сложное в Amazon торговле? Самое сложное в Amazon торговле. Ну, в плане, как бы, именно в самом бизнесе, да, вот. Ну вот, ты самом- сказал, что, допустим, чтобы этим заниматься, не нужно там 14 часов сидеть, да? То есть уже отметем поначалу. Как хочешь, можешь и 14 сидеть. Тот, кто 14 часов Ну, будет то- работать, за 2 месяца сделает тот, кто... Понял? Хорошо, да, ну, Мантра. есть человеческие, да, лимиты, как бы, что там после Я понял. 4 часов уже человек не очень так я говорить начинает. Да. То есть ты говоришь, допустим, не это самое сложное, а что самое сложное? Ну, то есть сидеть за компьютером это не самое сложное занятие, правильно? Кому как? Я имею в виду, типа, самое сложное в плане с бизнеса, типа, как бы там, скажем, общение с поставщиками или накрутка Общение отзывов, или по большому счету, что самое тяжелое, вот психологически там, вот это вот имеешь в виду. Ну, все. Вот Всё. взять любые факторы. То есть продажи, там, я не знаю, что самое сложное? Как бы набрать нужное количество клиентов, продуктов, снять склад, договориться. Ага, хороший вопрос. Может, выделишь несколько вещей, вот что доставляло сложности. Может, до сих пор доставляет тебе сложности. Трудности какие-то Мгм. возникают с этим. Кэшфлоу. Это... Кэшфлоу на русском это оборот денег, наверное, да, или... Да, я думаю, да. Деньги, понимаете, надо в какой-то момент, когда вы только живете с доходов до с Амазона, нужно жить еще, да? То есть Да, охота... конечно. Вообще, зачем бизнес Кушать мы надо, делаем? да. Бизнес ради бизнеса, это нету смысла супер, да, наверное. Если это не какой-то non-profit бизнес, как бы, да. Здесь мы хотим делать profit, мы хотим делать выручку. Вот. И cashflow это оборот денег, по-моему, если я правильно знаю. Если что, здесь на русском напишу это на экране. Это не то, что оборот, это поток денег, денежный поток. Да. Например, нужно платить за товар, а в то же время нужно платить за квартиру. Ага. А в то же время еще реклама. Надо реклама, чтобы крутилась, потому что если спустишь, то у тебя спустятся позиции. Кэшфлоу. Поэтому я до этого говорил, нужны продукты с высоким возвратом на инвестиции, чтобы у вас был кэш. Кэш и скин, как бы нужны деньги, понимаешь? И, может быть, ты скажешь, ну да, нужны деньги, но, блин, вот это большая проблема, потому что, когда начинаются проблемы с деньгами, где-то не хватает докупить там, сям, можно, например, тебе не хватает денег докупить еще товара, у тебя сейчас разогнались в продаже, ты не хочешь терять этот wave, да? Что ты делаешь? У тебя нету денег их купить. Ты можешь сейчас пойти и сказать, ну ладно, попробую, чтобы упало. А можешь сказать, я рискну, сейчас пойду возьму у друзей, там, соберу денег или у банка, возьму суду нужную и вложу. Но это риски. Я не financial advisor, я не советую никому что-то, да, там, YouTube, все эти. Но как бы, вот. Но я делал так. У меня были моменты, когда надо было деньги, потому что разгонялось что-то, и надо было вот сейчас хорошую сумму. Я пошел в банк, там, брал суду, да. То есть самое сложное это получается гармонично распределять деньги. Да. Да, Вот, чтобы оно, да, вот этот кэшфлоу, тяжело, да, ничего не скажу. Но у меня лично это вот так как-то, да. У
кого-то, может, самая проблема большая, это, не знаю, там, ну, это по большому счету. Кэшфлоу это затрагивает и отзывы, там, понимаешь, это затрагивает всю экосистему, в которой ты играешься, типа. Поэтому я бы скажу, что да, кэшфлоу, вот обучаться этому, ищите в гугле кэшфлоу. Как же это на русском будет? Поток денег, денежный поток. Да. Вот, понять, как это работает, чтобы не попасть туда, куда я попадал, и да. Не то, что я куда-то там вообще там какой-то из грязи в князи. Нет, вообще нет, но просто были трудности, да. Интересно. Денежные, да. И это нормально, потому что не сдавались, получилось с ними разобраться. Скажи, пожалуйста, а можно ли повторить чужой успех на Amazon? Вообще в этом есть смысл? Ну, за кем-то шаг за шагом повторять, вот он сделал вот так, и я сделаю так, и у меня будет точно такой. Да, я тебе скажу, хороший вопрос. Я думаю, что вообще мы повторяем и так других людей постоянно. Мы ну, неважно там. Просто меняем переменные. Да, чуть-чуть что-то меняем, да. Mm-hmm. Я же тоже книги читаю, ты читаешь книги, мы из них берем что-то, у других друзей берем, у других людей что-то берем. Комбинируем это в свои там какие-то создания, да, типа creations, что мы создаем. То есть в каком-то смысле мы повторяем. Мы повторяем успех, да. И success leaves clues. Окей, это значит success, это успех оставляет эти улики. Следи, что сделал тот успешный продавец. Да, если ты скопируешь его прям тютелька в тютельку, то, наверное, это даже не подойдет тебе, твоему брендингу, твоим принципам, возможно. Но если он каким-то образом набирает хорошо отзывы, пойди купи его продукт, например, посмотри, что там у тебя за почты идут тебе, скажем. Понимаешь, что я иду? То есть, таким образом ты сможешь как бы понимать successful people. Иди поговори с другом, там, у которого что-то там получается, не знаю, спроси у него, там, блин, ну как у тебя там получается, расскажи, вот. И тогда ты сможешь прям скопировать четко, что он сделал. Возможно, где-то тебе надо будет скопировать четкую систему, примерно. Кусок. Да. Но все равно ты дашь этому свой как бы какой-то тач, и поэтому мы все уникальны, у всех уникально получается. Нет одинаковых Amazon бизнесов. Да, система похожая, все там завозят с Китая, там, да, но кто-то вот по своей там теме, что, ну, как по-своему чуть построил это, по-другому. Кто-то там научился хорошо с поставщиком говорить, он там цены пониже сделал. Но он все равно и с поставщиком заказывает продукты, понял? То есть вот как-то так, if that makes sense, если это да, звучит и имеет Скажи, пожалуйста, место быть. Скажи, пожалуйста, а насколько сложно конкурировать на Amazon? Слушай, ну сложно. Потому что, я думаю, как и любое место, любой рынок, становится все больше людей, которые заходят. Больше смышленных людей заходят. Сами люди, которые торгуют, становятся смышленнее. Не все, кто-то да, кто-то нет. Но становится тяжелее, и Amazon все меньше чернухи дает, понимаешь? То есть, как бы, чернить становится тяжелее, или даже серить, можно сказать. You know, like gray hat, типа серая шапка. Ну, как сказать? Типа, более-менее. И да, тяжелее, но это не то, что невозможно. Типа иногда люди говорят, вот, блин, там ты в 15 году заходил, там, ну, в моем случае даже в 16-м, ну, там, или в 14-м, там было все наоборот, было намного легче. Было меньше. Может быть и да, есть этому, это правда, но все равно сейчас как бы запускается продукт, и все равно ты продвигаешь продукт, ты строишь бренд, примерно то же самое. Просто тебе надо быть смышленым, тебе надо знать, что сейчас 2021 год, кто еще не проснулся, да. Надо быть сейчас, надо быть, покупать, возможно, информацию людей, которые сейчас в теме, как бы, понимаешь, что я говорю? То есть надо быть в теме, чтобы с теми темами, которые сейчас работают, заходить на рынок. Да, там не просто, там конкуренция, опять же. Ты не единственный, кто еще заходит, кто хочет там что-то. Есть люди, которым пофиг на других, в плане, типа, они вообще готовы рвать конкуренцию, им пофиг. Это, я скажу, что это не хорошо или не плохо, это факт. Это просто факт. И я просто, ну, у меня свой взгляд на жизнь, там, я не люблю чернить конкурентов. Я думаю, что мои продукты или мой подход настолько, как бы, дает о себе знать, что мне не надо идти там кого-то чернить там негативными отзывами, понимаешь? Я лучше сам на себя посмотрю, наберу себе позитивных, да. Ну, как-то так, если if that makes sense, если это, да. Вот. Ну, короче, нелегко там на Амазоне, но не так уж и тяжело, что прям не надо заходить. Нет. Смотри, ты ранее сказал, что вот по поводу удачи и успеха, там, ну, удачи и везения, вот. Смотри, ты сказал, что есть какой-то, допустим, человек, который занимает 80% какого-то рынка, какого-то какой-то ниши, да, товара, да. И он
исчез, пропадает, да. допустим, да. Такие были на твоей памяти какие-то вот примеры, может, ты знаешь, может, ты слышал? Ну, выпадали, да, периодически конкуренты, даже если не какой-то огромный, В выпадает. твоем Да, случае да, было? да, Было, выпадали конкуренты, скажем, не да? знаю, Сильные прям, ну, которые... сильные конкуренты, Ага. да, и ты начинаешь, у тебя прям заметно больше продаж становится. Просто в автосток ушел. Или мы, когда мы были в топе, да, какого-то продукта, Вы для да, кого-то мы пропали. для кого-то были, воу, эти ребята пропали, поехали. И вот в таких моментах надо ride the wave, типа надо на волну садиться и быстро-быстро грести, пока есть возможность. Надо быть в моменте. Но за надо этим ловить. следить нужно. Да, да, для этого есть программки всякие там, ну, поговорим еще об этом, наверное. Скажи, пожалуйста, как искать товар на Amazon, как выбрать нишу? Как вообще Хороший это вопрос. происходит? Как это? Да, вкратце, потому что мы тут интервью, да, не смогу все выдать, но как бы сверху вот здесь в карточке в описании будет ролик. У меня есть еще ролик Да, конечно. на тему поиска продукта. Но вкратце скажу так, что нужно искать, чтобы было легче, я так скажу. Нужно искать ниши, где есть продажи, где продукты продаются, то есть есть движение продуктов, да, но их рейтинги не очень хорошие. То есть имеется в виду, что продукты с не очень хорошими рейтингами, да, например, на Амазоне это от 1 до 5, да. Давай просто такой Окей, пример, окей. чтобы было понятно людям. Окей. Например, удочка для ванны. Окей. Удочка для ванны, у нее рейтинг 3, там, например. И, то есть в это есть смысл туда заходить. Одна из вещей, на которые ты посмотришь, это что у многих продуктов в нише есть низкие рейтинги. Значит, Ага. но их все равно покупают. Ну, ну да. И что это значит? Что ты можешь прийти, улучшить то, на что люди жалуются. Например, Мгм. удочки ломаются, у всех пластиковых. Ты такой, о, я сделаю из металла эту же удочку. И подешевле еще. Ага. И она будет лучше держаться, и будет меньше плохих отзывов. Я смогу с хорошими отзывами быстрее тянуться вверх, чтобы меня покупали больше, потому что, ну, у меня 5 звезд, или 4,5, а у всех там по 3,7. Это одна из вещей. Маленький продукт, не тяжелый продукт, без каких-либо сертификатов тяжелых, чтобы для начала хотя бы, чтобы запуститься было Мгм. легче. Мгм. Вот, я скажу так. Ну, это по большому счету, да. Ну и не в нишах, наверное, которые... Ну, электроника тоже. Там может быть просто возвратов много тоже, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а какие могут быть подводные камни в торговле на Amazon? Ну, то есть, вроде бы снаружи кажется все классно, и уже можно там, я не знаю... Мне кажется, после этого ролика никто не захочет торговать. Я там что-то Почему? говорю. Не, ну как бы я говорю, типа там это. Не, на самом деле на Амазоне нормально. До сих пор я торгую, как бы. И, да, не просто, но весело, классно. Ну, с какими подводными камнями ты сталкивался? Да, с какими не сталкивался. Все, что было. Ну, то есть, не знаю, там. Падали позиции просто. Уранканули продукт, да, заранковались. Вдруг упали позиции, не Ты знаю. можешь сказать, почему? Иногда не могу Предположение. сказать почему. В том-то и дело, что иногда происходят вещи, связанные с алгоритмом, да, и ты не совсем понимаешь, почему. Иногда происходят вещи, да, которые Amazon о них как бы открыто не особо говорит, да, а ты не успеваешь как бы, ну, их как бы словить, и потом ты не в теме как бы. Ну, в пример, там, не знаю, вышли там какие-то новые guidelines, как это, новые правила по коммуникации с клиентами, да, там, пришло письмо, оно у тебя вообще в спам ушло, знаешь, а оказалось, что теперь нельзя больше что-то такое, или такое-то Что ты писать, делал да, раньше. скажем, PDF-ки сейчас нельзя добавлять в письмо, PDF-ки это раньше можно было инструкцию добавить в PDF, ну и сейчас там какие-то проблемы с этим, через почту автоматическую, Мгм. окей, и а ты не знал этого, у тебя забанили почту, скажем, или что-то такое, может быть, это одна из вещей, но вообще подводные камни, это... Да, может быть, тебя конкурент затопит отзывами негативными. Это ты не можешь контролировать тоже, понимаешь? Ну, в общем, Но- из того, что ты сказал, я понял, что нужно следить за обновлениями. Да. Следить нужно, желательно, потому что, ну, как-то так. Но еще подводные камни, это может быть... А, вот, пример. Ты готовишь продукт, сейчас ты решил 1000 майк бомбануть, да? Да. Вложил деньги, не закрыл этот контракт. Ну, на Alibaba у тебя обычно там есть контракт, хоть какой-то базовый, но, скажем, не закрыл контракт, да, что вот качество там должно быть какое-то там, да, и вся 1000 футболок твоих, они оказались дыркой. Кто-то взял какой-то чувак, не знаю, у него плохой день был, он Там- такой, тебя проткнул 1000 маек, и ты приводишь инспекцию, или ты не приводишь инспекцию, и ты посылаешь их на Amazon, и все твои $10 000, сейчас у тебя начинается листинг, а у тебя все с дыркой майки. И у тебя несколько негативных отзывов, тебе банят, ну, у тебя возвраты, до свидания. Делай инспекцию, делайте инспекцию, ребята, я советую, потому что и я тоже сам не делал иногда на 1000 юнитов продукта, и тьфу-тьфу, все нормально, ну, как бы относительно. Ну, какие-то возвраты были, да, но не то, что вся партия бракованная. Брак партии может произойти. А если ты не сделал с ним контракт, то, возможно, он тебе скажет, ну, блин,
Ну, я, опять же, не попадал в такие ситуации, слышал. Скажи, пожалуйста, делать инспекцию продукта, Продукта, да. Ну, то есть Например, ты это закончил... делать проверку. Да, проверку. Да, Ты проверку. просишь прислать себе физический образец. Не, образец ты изначально себе просишь прислать перед тем, как ты заказываешь, да? Ага. А это когда ты уже приготовил, там, 1000 Да. маек, скажем, ты Да. вызываешь инспекционную компанию, которая, ну, делает инспекцию, Проверку. проверку, да, и она проверяет там вот эти майки, открывают эти там коробочки или куда ты их положил, там пакетики, Мгм. и они тебе скажут потом, да, тебе репорт сделают, ну, то есть как-то это отчет, да. А сколько это стоит? Ну, зависит, там, $200, там, 100 с чем-то. То есть, может. если Зависит куда, что. тяжело Прислать сказать. инспекцию, Сколько чтобы времени, они сделали да. проверку, это $200. Ну, Плюс-минус, ну, на рабочий день, может быть, да. Зависит тоже от И скажи, схем, да, и скажи, примерно. пожалуйста, если они находят какой-то брак, Смотря что ты заранее стоит подписать что-то с заводом. Скажем, пример, если там брака большие... Есть AQL такая штука называется. AQL это, я не помню, как оно переводится. AQL это говорит, что если в партии больше, чем 2.5, там, примерно, на 100, да, ага. на 100% бракованных товаров с major problem, типа прям порванная майка, то так-то, то мы должны заменить там эти товары или что-то такое, понял? То есть обычно я тебе скажу так, что в моем случае, да, я хочу верить в это хотя бы, что у меня хорошие отношения со всеми поставщиками. Я с ними общаюсь лично, это хорошие люди, и мы работаем гармонично. Мне важен их успех. Я хочу надеяться, что им важен мой успех. Соответственно, у нас были какие-то браки, но, например, мы делали проверку продукта, и было там, не знаю, 10 единиц брака, там, на 1000 штук, например. Брак заменялся новым, и все. то есть этот контракт ты заключаешь с поставщиком, с Alibaba, там, Да, через Alibaba есть сайт такой, там просто как бы удобнее потом, если есть проблемы, вернуть деньги, типа, скажем так. Потому что если ты просто с ним договариваешься через Skype, Мало ли что может быть, да, ну, то есть... ты понимаешь, то ты есть- говоришь с человеком в другой стране, которого ты никогда не видел, как бы. То есть, лучше, чтобы какая-то система или через PayPal ему платить, там, знаешь. И то есть, все это оговаривается, то есть, что футболки не должны быть с дырками, что они не должны быть порванными. типа Если того, какой-то да, брак да, есть, то... да. Мгм. Вы с ним это как бы обговариваете. Есть базовые у них какие-то, возможно, да, ты прям спросишь, так, а что в случае этого? Он скажет, так, у нас, типа, так, типа, там, в случае, там, брака так-то, заранее уже они тебе говорят, понял? У них уже есть готовый шаблон на это. Хорошо, готовый шаблон, но они могут что-то скрыть. Как мне, вот, например, узнать какие-то дополнительные вопросы? Как более просвещенным быть в этом, вот, в составлении контракта, я не знаю, какие вопросы правильно Вообще, задавать? состояние хороший вопрос. Я думаю, что прям хорошо осветиться, поговори с legal, кто-то, кто attorney, это какой-то адвокат, или кто-то, кто связан с этими делами, что прям хорошо узнать. Policy, эксперты какие-то, есть разные ниши Amazon, я не знаю просто. То есть я знаю некоторых, типа там Яэль Кабили, это ребята-израильтяне, Ор Шамош. Я не знаю из русских ребят просто, кто там. Можете у них Они узнать. по-английски говорят? По-английски говорят, да. А, Можно ага. у них спросить там и как бы прям четко, чтобы ответили. Вот. Ну, потому что я не legal, я не, понимаешь, я не знаю Ты точно не, все не эти, да. сертифицирован в этом Да, вопросе, тоже, не да. И специалист. как бы я не могу. Они тебе это точности скажут, да. Или ребята русские какие-то, которые делают это, да. Скажи, пожалуйста, ты можешь назвать топ-3 или топ-5 самых эффективных тактик, может быть, торговли на Amazon? Ну, в данный момент, да, хорошо, если вы запускаетесь в продукт, например, запуск продукта, это Search, Find, Buy. Просто, опять же, кто новичок сейчас скажет, что, типа, ну, если ты уже говоришь про тактики, да. Да. Например, мы запустили новый продукт, футболку, да. Как мы вообще ее продвинем? Как она продвигается? Надо крутить продажи, надо, чтобы пошел волюм продаж, чтобы Amazon тебя поднимал вверх. Он видит продажи, значит, он тебя еще, он думает, прикольно. Ну, это робот, да? Да, да. Я думаю, Да. он видит, что ты продаешь, он думает, так, я дальше продвину этот продукт, потому что он уже продается. Так изначально что делается? Идет трафик на Amazon, разгон идет, то есть с разных мест. Можно крутить ads, типа это реклама, где люди ищут твой продукт, через ключевые слова пишут футболка, там, не знаю, С тигром. да, для мужчин, например, Да. да. Находят твой продукт там на какой-то странице, это когда ты уже запустился, да. Они покупают этот продукт через ключи, они ручками ищут, да, пишут. Ключи писал Да. ты, продавец. Ты им говоришь, что искать, понимаешь? Мгм. Например, тут надо про индексацию говорить но ты запустил футболки, да, у тебя футболка с тигром для мужчин, у тебя это прописано, это один из тех ключей, где тебе релевантно быть, чтобы ты продавал. Да. И у тебя это прописано в листинге.
окей? И твои фотографии там говорят. Типа там ты такой с этим тигром. И ты делаешь что? Ты запускаешь рекламу, где ты, скажем так, предлагаешь людям получить товар бесплатно, например, да, и они должны будут найти твой продукт на Амазоне, написать ключи, купить его, выслать тебе номер заказа, ты вернешь им деньги полностью, они бесплатно его получат. И таким образом у тебя будет заказ, который пришел через эти ключевые слова, и он еще, возможно, может оставить отзыв потом. Это одна из тактик, да. Это одна из тактик. Какую еще можешь рассказать? Какую еще могу рассказать? В каждый продукт класть бумажечку, инсерт называется, где можно дальше общаться с человеком. То есть человек купил у тебя продукт, во-первых, инструкции даем. Может быть, это уже третий был бы как бы такая... Ну, хорошо, скажем, это будет как в одном. У тебя на бумажечке, которая вместе с твоей футболкой идет, будет написано, кто ты такой, и скорее... Может быть, и кто-то такой, но что-то, куда ты сможешь этого человека дальше перевести. Обычно это... Допустим, QR-код какой-нибудь. QR-код, да. Теперь это чуть-чуть серая. Вот это уже серая школа. Тут непонятно, Amazon вроде как не разрешает, но... Посмотри, огромные бренды, это 9-циферные или там 10-циферные, которые на Амазоне торгуют, и 7-циферные, неважно, используют эти тактики, и до сих пор я не встречал кого-то, кого забанили за это. Но, смотря что у тебя происходит, когда на QR-код нажимаешь, если у тебя написано... Мы тебе $20 дадим, оставь нам отзыв, нельзя, забанят. Окей. Но ты можешь его ввести в свой email-лист, то есть там почту, да, свою почту, где там ты будешь ему давать какие-то плюшки, бесплатную книжечку, там какие-то советы, и потом у него запросишь отзыв, например. Тогда... купон, скидку можно давать? Купон, я не знаю по правилам, если можно или нет, но в общем, я не припомню, я не помню. Да, интересная тактика. Но в чем прикол? Ты собираешь людей, у тебя будут в твоем листе Класс. люди, да, это может помочь. Классная штука. Вот, это помогает тоже, это 2 и 3. Ну и что-то, скажем так, на главной фотке, да, ну такой еще один мини такой хак. Фотки продукта. Да, у тебя есть все фотки продукта. Ты можешь повесить просто такой маленький советик, да, например, у тебя футболка та же, да, ну не знаю, я никогда вещами не торговал, например, у тебя, не знаю, ножик, да, с коробочкой. Да. Повесь на ножик маленькую бирку красивую, цветную очень, чтобы глаза просто привлекало. Вот так вот. Ну и на бирке можешь что-то написать, там, не знаю, гарантия. Такое пожизненное. Да, примерно. Интересно, круто. Вов, скажи, пожалуйста, где и как искать заказчиков, клиентов для своего продукта? Заказчик это типа тот, кто тебе сможет приготовить его? Создать продукт? Нет, заказать. Клиента купить. Где искать клиентов? Я понял. Смотри, хороший вопрос. На самом Амазоне есть очень много клиентов, которые ищут продукты. Вот. Но изначально ты запустил, когда продукт, тебя не видно еще, да. У тебя 0 отзывов. Я не знаю, что ты запустил футболки с тиграми. Кто такой вообще? Где этот мужик Жека, который запустил там футболки с тиграми? Крутые. Изначально крутые, соответственно. Да. Получше, чем у конкурентов. Это важно. Бирочка и на ней написать крутая футболка. И такая вот что-нибудь, такая фигня там, да. Цветастая. Да, и моя рожа такая. Да никто не купит тогда. Это плохие, не делай ничего. Хорошо. Окей. Значит, смотри, есть реклама на Amazon. Прямо внутри Амазона ты можешь использовать рекламу, чтобы свою футболку, да, ты сейчас на там 40-й странице по ключу футболка с тигром. Ты платишь Амазону за клик, чтобы быть на top of search, на первой странице сверху. Ты показываешься там через рекламу. Если кто-то кликает, ты платишь Амазону деньги за рекламу. Окей? То есть прям pay per click, PPC оттуда идет. Платеж за клик. И, например, теперь ты только начал, ты на 40-й странице, но ты очень релевантен по ключевому запросу. Футболка с тигром зеленая, или что мы там сказали, большая для мужчин, что-то такое. Ты релевантен там. То есть тот человек, который тебя увидит, даже с нулевым отзывом, он почувствует, что это для него, и так ты показываешься изначально людям на Амазоне. Да. Смотри, вот, например, футболка с тигром больших размеров, мужская, черная и так далее, это слишком длинный запрос, и так очень редко кто там 1 человек на миллиард будет искать, да? Могу ли я сделать так, чтобы моя реклама, футболка с тигром, там, неважно какая, показывалась первой по запросу футболка? Да, конечно, ты можешь сам выбирать ключи. Это просто я дал пример ключа, который очень релевантен. Теперь ты сказал, что, возможно, его никто не ищет. Ты можешь заранее через
То, что ты будешь тестировать свою рекламу, понять, где ищут больше и где меньше. Ну, ты можешь через автоматическую рекламу делать на Амазоне, потом ты уже вручную больше делаешь. То есть можно любые ключевые, ну, то есть можно любые написать слова дать, то есть и на штаны, и на так далее. Ну, Вот там, то, что возможно, ты сейчас не модно, появишься, да. возможно, не Возможно, появлюсь, появишься, и да. если даже Но появлюсь, то может быть ну, то есть не нерелевантен клацнут, потому будешь, что я да. искал штаны, а Да, тоже, да. показывается Да, футболка. да. Типа того. Мгм, понятно. Это вот сам рекламный кабинет в В Амазоне. Амазоне, да. Ты Что- можешь что рекламировать еще? на других продуктах тоже. Ты можешь рекламировать, у тебя есть майка, да, у тебя получше, чем у конкурента, у которого много продаж, но ты сделал что-то получше с этой майкой, ты на его листинге прям, на его страничке рекламируешь. Мгм. Можно так, можно по ключевым словам, можно там top of search. Ну, есть много разных путей, на самом деле, рекламировать, вот. И да, это внутри Амазона. Внутри Амазона ты можешь тянуть трафик из Гугла, ты можешь создать, например, блог, например. Но это более такие длинную тактики, в долгую. Ты создаешь блог, да, например, футболки, да, для любителей футболок, да, там все для любителей футболок для готов, например, да, у тебя готы там покупают футболки, у тебя сайт про шмотки для готов. И там ты будешь свою футболку рекламировать на Amazon. То есть, ну, как бы у тебя будет ссылка на Amazon. М. А ты трафик тянешь через, скажем, у тебя будут какие-то там, это называется articles. Ты пишешь для поисковика статьи, например, лучшие 10 футболок для готов в 2021 году. И там одна из них будет твоя, первая, например, да. Вот, одна из опций. Ты можешь на Пинтересте создавать пинс, ну, это Pinterest, ну, знаешь, да, Pinterest? Да, конечно. На Инстаграм вести. Это трафик outside, да. Ты можешь использовать пресс-релиз. Пресс-релиз — это когда, ну, как это сказать, типа о тебе пишут какие-то газеты там, или в интернете, типа Да. газеты, да. Ну, заказать Пиар. рекламу у блогера, чтобы он сказал. И Вот классные рекламу футболки, блогера, футболка. ТикТок, да, все, что хочешь, да, очень много всего. Но изначально И, наверное, самое эффективное это сам сам Амазон. Amazon, потому что, да, ты на По-любому. Амазоне, там люди, но изначально ты можешь подогнать чуть-чуть отзывов, да, то есть, потому что, смотри, с нулем отзывов не так уж легко продавать, ты можешь Мгм. через Это прям что-то крутое раздачу. должно быть, чтобы. Ну да, тяжело с нулем отзывов, да. Ты можешь и с нулем продавать, если ты прям хорошо улучшил, прям понял все тонкости ниши, были хотения людей в этой нише что-то получить от продуктов, которые уже есть, ни у кого не было, ты это сделал, прям что-то очень важное, с нулем будут тебя покупать. Тоже и все равно лучше нагнать пару отзывов. Скажи, пожалуйста, Вов, а вот ты сказал, что ты платишь Амазону, да, и он Мгм. показывает pay-per-click, то есть плачу за нажатие, Да. за нажатие на вот рекламу, которую показали, правильно? Скажи, смотри, вот я, например, ты набрал футболка, вышла моя реклама, Мгм. да, первая, все футболка, и ты на нее нажал. Мгм. То есть и с меня за это взяли деньги. Если ты на нее не нажал, с меня деньги не взяли. Нет, нельзя. За импрессион не Да. платишь. Ага. Но если ты зашел и не купил, я деньги все равно Все плачу. равно, да. 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 Окей. Смотри, а если футболка стоит $10 или 100, это не важно. Я Мгм. плачу одинаково денег за... Зависит от ниши, от слова, от А, позиции. это уже ты да, внутри это тонкости кабинета уже, разбираешься. Да. Это тонкости уже рекламы. Ага. Понятно. А какая, например, минимальная цена может быть? Может, ты смотрел, знаешь, Минимальная пару центов, может быть. пару центов? Да, есть ключи тоже, да, где будет пару центов. Смотри, я опять же рекламой занимается мой партнер, Мгм. поэтому я не спец, но опять же, да, есть очень дешевые ключи. Какой-то ключ может быть очень длинный, например, которым не пользовались, его не нашли еще конкуренты, и ты там единственный будешь рекламиться, например, такой Gold Nugget ключ, типа, и да, но, в общем, ты будешь выявлять уже там по делу, как бы, да. Понятно. У него есть YouTube-канал? У кого? Твоего? У- Не. Нет. Ну, Вырежу. PPC, если интересно, кто смотрит, обучаться, вот мой партнер обучался у Никоза, Евгений Никоз, Павел Хазанов, вот. И Брайан Джонсон тоже. Ну, это мы пользовались PPC Scope его программой раньше. Сейчас с Helium пользуемся. Мгм. Скажи, пожалуйста, а был ли у тебя переломный момент в торговле на Amazon? Вот, например, похожая история, вот как ты сказал, ну, наверное, это был переломный момент в начале. Ты рассказывал про то, что вы почти забыли, и потом пошел рост продаж. Ну, Была типа ли у тебя того. еще подобная история? Да, поделись. Ну, что-то прям переломный. Ну, не знаю, прям, когда научились там, не знаю, как-то лучше брендировать, когда мы с фотосъемки заказывали уже получше уровнем. Да, вот это было прикольно. Мы работали тогда с Франшиско, Ярослав, парень такой, мы у него заказали фотосъемку, и наш уровень фотосъемки просто, ну, очень мега увеличился. Я помню тоже, я тогда читал много книг, чтобы маркетинг, ну, улучшить, и вот тогда у нас конверсия увеличилась сильно. Вот. Конверсия — это сколько людей зашло на листинг. Да-да-да. Ты знаешь, там сейчас у нас конверсии стоят примерно в среднем там 30%, может больше даже, годовые, типа, это значит из 10 человек 3 покупают.
Это очень много. Ну, как бы, я Это хочу верить. какой хороший результат, вот, по твоему мнению, со скольки начинать? 10% конверсия? Ну, вообще, тяжело сказать, чем больше, тем лучше, но смотри, да, если у тебя 1000 заходов, да, у тебя 10%, у тебя будет 100 продаж, да, а у кого-то 5 заходов, и у него 4 продажи, у него 80%, правильно? Правильно прочитал? Конверсия, то... Ну, то есть на 1000 заходов какой процент? Ну, хороший, не знаю, я 30 говорю, идите, ну, цельтесь выше. Есть люди, у которых еще больше, но вот годовой у нас там примерно по всем продуктам, там, например, 30-ка, и это неплохо, я считаю. Мгм. Да. Вот ты сказал, что можно искать клиентов через рекламу на Amazon. Да, Ее нужно делать. ну да, она Ее помогает. нужно делать. И сколько нужно, как ты думаешь, тратить на рекламу? Вот, ну, может быть, на начальном периоде не нужно, или на начальном периоде нужно, а попозже уже меньше, или вообще Я не понял. нужно? Ну, там по процентам, можно сказать, примерно там 80, например, то есть 20% там из твоего, там, из денег, там, ну, из оборота, там, это в рекламу, пример, да. Нету какой-то, опять же, цифры точной, я не могу тебе сказать. Опять же, потому что я не PPC-шник, да, там. Но в начале сколько? Стоит много вкладываться в рекламу или нужно там, не знаю, там, $100? Тяжело сказать, просто тебе надо смотреть на то, что будет, как бы, как идут твои продажи. То есть, не могу тебе сказать, тебе надо вкладываться на $10 в день минимум или максимум 32. Я не могу тебе сказать точно, потому что, опять же, я не PPC-шник, я не знаю точно. Возможно, есть люди, которые тебе скажут на начальном этапе X, Y, Z. Я просто не знаю, но, блин, ты просто включаешь автомат, там, не знаю, например, на $5 в день, я просто тебе говорю, да, сейчас смотри, что будет. Например, ты вгрузил на 5, да, и ты сделал 2 продажи, там у тебя продукт стоит там с 20, там, ты 5 вложил, там на 40 продал, знаешь, типа у тебя там прибыль, ты уже в плюс пошел. То есть тяжело сказать, потом ты больше будешь вкладывать. Тебе надо смотреть. Изначально, конечно, не вкладывать $100 в день, когда ты еще не пробовал. Ну, соответственно, да. Разве что ты заходишь уже как бы с партнером, который знает, как заниматься рекламой, или с агентством, понял, когда ты уже бизнес-дядя такой, знаешь, у тебя есть деньги, типа, и ты уже знаешь. А если ты новичок, ну, потихонечку, там, $5 в день просто пробуй, там, смотри, пример. Скажи, пожалуйста, с каких вложений ты начал торговлю на Amazon? Сколько? Да. Да, вот на год, там, я не знаю, там. Может Слушай, ну я помню, что мы начали первый продукт, да, мы заказали 500 единиц, там вышло, по-моему, $1400, там... На двоих, то есть по 700... Что-то такое, да, если не ошибаюсь, потом мы вложили в какие-то фотографии, это про все вышло, по-моему, $1500, может быть, что-то такое, может, 3, там, для начальная партия, плюс фотографии, плюс посылка, насколько я помню, да, по-моему, что-то такое. Угу. И сколько вы заработали на этом? Ты помнишь? Я не помню, сколько на первых 500 штук, то есть мы потому что купили сразу же еще, понял, пошел оборот денег. Я тебе могу сказать потом, сколько... Кэшфлоу начался. Примерно, да, начался кэшфлоу. Скажи, пожалуйста, а с каких вложений стоит начинать? Это тут нормальная сумма, как ты говоришь, 2,5? 3000. Ну, можно начать, да, можно начать и поменьше денег, то есть, но вообще надо, чтобы было в стороне, да, чтобы это не было как что-то, что ты запустил, попробовал, не получилось, да. Опять же, ты можешь начать и с $3000, например, или с 1000, но ты найдешь такой продукт хороший, что из 1000 у тебя в потенциале можно 10 чистыми сделать, понимаешь? Ты нашел что-то такое, какой-то unicorn, знаешь, хороший такой продукт, например. Да, это хорошо, но я бы советовал, наверное, изначально, чтобы в стороне лежало как минимум на вот этот проект твой на Amazon $10, чтобы лежало просто вот на... Ну, начать можно с 1000, там, потихоньку заказать чуть-чуть это. То есть, То есть не меньше 1000. ну, чтобы в стороне было, потому что тебя может взорвать, понял, у тебя пойдут продажи, а тебе надо еще сейчас, чтобы не останавливалось, понимаешь? И тебе надо будет закупить уже не 500 единиц, а 1000, понимаешь, в чем прикол? В пример, да? Ловишь, что я говорю? Расти, Тогда расти. тебе надо расти, а твои деньги еще не успели окупить себя, как бы тебе надо из кармана класть, понимаешь? И тогда, да, я бы посоветовал, ну, чтобы лежало, ну 5-10 как бы в стороне так у тебя. И это ну, как бы в стороне от того, что ты тратишь деньги на курс, на книги, если ты хочешь более прокачиваться. Или 10, да, книги это всегда все в стороне. быть. И еще я советую тебе изначально иметь работу какую-то, чтобы у тебя шли деньги в месяц там, ну, хоть какие-то, чтобы ты вообще жил еще, знаешь. Это не то, что... Опять же, ты можешь и бросить сразу же, и у тебя там 10К, и ты говоришь, все, я смогу, я сделаю. И я вот буду идти к этому. И если тебе еще тоже где-то повезет, и ты реально, ты будешь как-то с мозгами это делать, то ты, сможешь таким путем. Но лучше, наверное, изначально, чтобы у тебя была работа, чтобы у тебя еще какие-то деньги поступали. Но опять же, это может быть, кто-то скажет, блин, да ты, не знаю, там, а что ты не all-in, типа? Ну, хочу быть реалистом тоже, знаешь, я тоже работал сначала, у меня была работа, еще год мы работали, я вкладывал, как бы, понимаешь,
Это был мой первый бизнес, опять же, я тогда не особо имел каких-то там стальных яиц, прям что пойти, и сейчас тоже как бы все надо думать тоже, это не так уж все просто, нелегко, это деньги, это, это риски тоже, знаешь, как бы. Но со временем ты становишься более такой, знаешь, тебе интереснее, ты больше, да, ты такой начинаешь больше уже входить в эти все дела. Скажи, пожалуйста, а какой был твой первый продукт? Первый — ножницы. Как и почему ты его выбрал? Слушай, я помню, что тогда просто по критериям он подходил очень. Количество отзывов, тогда у топового конкурента было, по-моему, 400 с чем-то отзывов, если не ошибаюсь. Сейчас там уже под 7 тысяч, мне кажется, или под 5, если не ошибаюсь. Ух ты. Да. То есть, кстати, заметил. То есть это один из факторов. Параметров. Один из параметров, да, что у топового конкурента было 500 отзывов, у других там было по 100, по 50. Понял, то есть 500 это не так, что вау, 500, я лучше не буду трогать. Смотри, да, зависит. Может быть, есть ниша, да, где... Там много параметров, тоже насколько быстро набираются отзывы. Сейчас это можно проверять. Раньше не было таких опций. Насколько быстро набирают отзывы конкуренты. Например, если конкуренты медленно набирают, а ты умеешь набирать отзывы уже быстрее, то ты ты можешь быстро их обогнать. А количество отзывов очень решает. И еще я скажу, что это маленький продукт, ножнички, да. Он он не супер сломается, он такой, он простой. И он очень хорошо... Смотри, мы продали ножницы, не знаю, с самого начала штук 20 тысяч, может быть, что-то такое этих ножниц. Может, я не помню точно, что это такое, там, может, чуть меньше, чуть больше, но больше 10 тысяч точно, это еще в первом... да, что такое, много продали ножниц, да. Скажи, пожалуйста, сколько продуктов у тебя сейчас? 7. 7. 7 запускаем, да. 7 запускаете. Сколько прибыли они тебе принесли? Мы напродавали за все время на Amazon примерно, я точно, не скажу сейчас в плане, что я не помню точную цифру, но приблизительно 900 тысяч долларов. 900 тысяч в обороте. Примерно, с самого начала. Да. И какой продукт оказался самый прибыльный из этих всех? Один из там ниша, это Pay Show and Loan, да, для такая, как сказать, summer niche, типа не солнечная. Сезонная. Летний продукт один. Летний продукт, да, сезонный, то есть летом. Да, он более-менее сезонный, да. Он был самый такой. Там по-разному. Тоже были времена, один такой, да, вот там неплохо. Какие еще продукты ты хочешь запустить в дальнейшем? Продолжать вот эти вот солнечные продукты. Этой же ниши, да. Я просто, может быть, люди такие, а что ты не скажешь прям, что ты продаешь? Просто не знаю, сколько людей дадут это видео, знаешь, создавать себе тоже прям напрямую конкуренцию, может быть, тоже не самая лучшая идея. Стрелять себе в ногу. Может быть и нет, да, потому что я и так делюсь информацией для продавцов на Amazon, но я понимаю, что просто на Амазоне, на секундочку, миллионов продуктов, да, и мне по кайфу делиться, я и зарабатываю тоже с этого, тут, понимаешь, прям себе вот сейчас, ребят, я это продаю, вот все мои техники, может быть, я ошибаюсь, может быть, и это, пока, может быть, я не хочу супер делиться. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а какие товары, предметы, может, не стоит трогать? Нежелательно, не обязательно не стоит, по твоему мнению. Да, мы говорили до этого об этом чуть-чуть, это электроника, какие-то проблемы. То есть что-то здоровое, огромное, да, тоже большие, да, потому что их вести дорого будет. На Амазоне будут за них больше брать у тебя фи за каждую продажу. И, наверное, маржа не такая или большая. Да не факт, это нет. Может быть, у тебя и так, может быть. Тут тяжело сказать. У тебя может быть малюсенькие какая-то, не знаю, ты продаешь какой-то там, не знаю, висячка для ключей, какая-то очень крутая, да, и он маленький, он дорогой очень, там какой-то с крутой, там, и он прям, не знаю, там светящийся, это тренд, не знаю, дорого продаешь, покупаешь за $1, там за 35 продаешь, например, да, какой-то такой. Окей, хорошо. Вообще, да, электронные продукты, какие-то, которые сертификатов много требуют, то, что consumables, то, что кушают, в тело входит, тоже больше шансов на... понял, что там кого-то там стошнит, такое простое, изначально, думаю, простые продукты лучше какие-нибудь там. Да. А можешь назвать какие-нибудь простые продукты, например? Вот 5 примеров. Ножницы. Опять же, я тебе могу назвать простые, которые не знаю, насколько они хорошо продаются. Например, Нет, не насколько хорошо, а насколько не знаю, можно... коврик для ванной. Коврик для ванной. Не знаю, что-то сет гаечных ключей для машины. Но они тяжелые. Окей.
3 гаечных ключа, самых нужных, не знаю, может быть, есть этому demand. Типа, нужда. Хорошо, Так хорошо. вот, да. На этом Да, остановимся. такие. Ну или там что-то еще. Скажи, пожалуйста, какие вещи можно в торговле на Amazon делать одному, а какие, можно, но как бы лучше, чтобы был еще партнер, там, я не знаю, или кто-то на стороне, кто лучше это разбирается, понимает, как бы, вот скажи. Вообще, сколько у тебя человек в команде? Вас двое? Двое. Двое, да. Ну, скажи, пожалуйста, вот кто еще привлекается со стороны, например? Да, хороший вопрос. Мы давно тоже должны сделать как бы виртуальные помощники, которые могут делать маленькие вещи, которые кропотливая работа. Не знаю, там отвечать даже минимально на customer support. То есть мы на секундочку, у нас там уже было, не знаю, на Амазоне, не припомню точно, не знаю, может быть полностью там 80 тысяч продаж разных типа единиц, и все это я обрабатывал как бы. То есть не везде у тебя есть вопрос и ответ, да, но где-то что-то приходило, да, и я очень быстро научился писать, как бы, я вот супер могу, несмотря вот так вот выдавать. Да, но лучше не доходить до этого, нужны помощники. Я хочу делегировать уже, я еще в прошлом году начал обучаться этому. Куда нужно делегировать? Да, хороший вопрос. Вообще можно самому. Я знаю ребят, которые сами дошли до 7 цифр. Можно самому, но лучше... Секундочку, это прикольно. 7-циферный бизнес, значит, больше $1 миллиона в год делает в обороте. Сами, без помощи кого-либо. И это нехорошо. Сколько ребят? Ребят, человек. Сколько таких ребят? Нет, сколько ты знаешь и сколько их в команде? 2-3? Один человек, который сам, да, все сделал. Да, и делает. И делает. Ну, сейчас, возможно, у него есть уже команда, да. Но он дошел до 7 вот в год оборота. А за сколько он дошел? Я думаю, за пару лет, не помню точно. С Израиля? Не, Америка. Хорошо. Что-то еще что-то. И да, хотел вообще самому можно начать. Да. Что делегировать? Можно делегировать рекламу, можно делегировать ответы на почту, делегировать, не знаю, создание постов в Инстаграме. Можно вообще, по факту, да, хорошо делегировать все, чтобы ты занимался только сверху смотреть на все процессы и как бы, понимаешь, это, наверное, большая тоже как бы идея, да, если ты хочешь построить бизнес, где ты должен находиться меньше. Даже если ты автоматизировал хорошо все вещи, как я говорю, сейчас это берет не очень много времени в день, да, но если бы я был более умным, я бы создал команду, которая постоянно находит новые продукты, например. Хорошие продукты по моим критериям. А я этого еще не сделал, так что, на секундочку, я тоже как бы ученик жизни и вот всего этого, да. Ну, то есть, идея вообще крутая, конечно, да. Скажи, пожалуйста, а вот прибыль с Amazon, вот у тебя сейчас есть, у вас сейчас есть прибыль, да, у тебя есть прибыль, что ты с ней делаешь, что вы с ней делаете? Вот, например, там 20% на рекламу, 30% на жизнь, там, или там отложить, там, 50% на 2 новых продукта. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь с прибылью? Что вы делаете? Я тебе скажу так, что где-то в 2018-2019 году много денег уходило на жизнь. Просто так получалось, что мы зависали в тае тогда, понимаешь, как бы мы, да, развивались, да, но мы могли бы не так много вкладывать в лайфстайл, да, а ежели вкладывать в развитие в новых продуктов, например. Да. Вот. А сейчас? Сейчас больше, да. Сейчас больше, вы больше вкладываете в продукт. Да, в продукт, как бы вообще в бизнес. Тогда так получалось, что нормально зависали, понял? И как бы, да. Как бы работал бизнес, мы работали, но вот, как сказать, много выходило просто на лайфстайл, и поэтому рост был не настолько быстро, насколько мог бы. Как сейчас, например, как сейчас, да? Сейчас быстрее. Когда больше вкладываете. Просто больше вкладываешь. А в процентах сколько вы вкладываете, допустим? Как понять, сколько вкладываем? Типа... я не знаю, вот вы заработали за месяц $30 тысяч. 100%. Сколько из этих процентов вы вкладываете? Слушай, тяжело сказать. Прям я вот не могу тебе сказать. Может, мой партнер бы лучше на это ответил, там он просто с этими процентами. Но в плане... мы стараемся... Насколько обычно мы платим, я не помню, по-моему, платим по 10% каждому с доходов. То есть 20% мы откладываем на счет, на счета. 20% ему, 20% тебе? 10-10. 10-10. Да, просто из всего, что мы заработали. Что пришло. Да. А другое у нас, лежат деньги там на будущее, и мы вкладываем обратно. Но я не помню точно, я не могу назвать сейчас цифру, сколько. Хорошо. Но вот по 10 мы стараемся с каждой зарплаты. По 10 просто вы стараетесь. Были моменты, когда, где-то мы должны посылать эти проценты, а мы не посылаем, понимаешь? Скажи, пожалуйста, какие есть альтернативы? Какие есть альтернативы Amazon и что из этого лучше? Лучше всего? Альтернатив много. Есть Etsy, eBay, Walmart, Shopify. Можно создать магазин на Shopify.
Это другие платформы. Смотри, Amazon просто горячий трафик людей, Мгм. которые есть там. Там ты запускаешь свой бренд. Опять же, если смотреть на это как бренд, понимаешь, если ты хочешь запустить бренд одежды или там чего-либо, да, то просто на Амазоне ты можешь запуститься, потому что там горячий трафик людей. Там люди, они знают Амазон, они доверяют Амазону. И Мгм. как бы получается, что, ну да, как бы это хорошее место для начала. Вов, из всего, что ты перечислил, скажи, пожалуйста, Amazon из этого самое лучшее, и стоит ли сразу начинать с Amazon? Да, потому что трафик большой, много трафика, понимаешь, если запускаешь... Amazon лучше, потому что там больше трафика. Больше трафика, горячий трафик, да. То есть, ну, я на Walmart не торговал, я не торговал на Shopify, ну, то есть на Shopify или на этом, что говорю, там, Etsy еще. То есть, возможно, что тот, кто знает, как запуститься на Etsy, да, он там запустится офигенно и сделает больше денег, чем на Amazon, например. Понимаешь, что я говорю? Нету прям какого-то магической штуки, но вообще Amazon очень хороший трафик, там много людей, можно добиться, не знаю, у нас 30% от конверсии. Это нормально, как бы, это ну, довольно-таки, я хочу верить, что неплохо, да, в наших листингах. Ну вот, как-то так, да. А возможен ли провал на Amazon? Конечно. Можно его избежать как-то? Ну Какие-то да, вот... больше, обучаться больше, больше курсов делать, как бы вкладываться в знания. Я хочу сказать, больше ошибок делать, как бы, с одной стороны, да, потому что потом ты, ну, как бы, через ошибки учишься, но заранее ты можешь их не делать тем, что ты обучишься их не делать у кого-то, кто их уже сделал, Мгм. окей? Хорошо ментора, может быть, взять, да, с кем-то, кто уже торговал, пообщаться там, да, чтобы объяснил, как, что, куда. Конечно, можно провалиться. Есть вещи даже с ментором, даже со всеми лучшими этими, просто ты сможешь провалиться, потому что, ну, не знаю, там, конкуренция тебя задавит, не знаю, тебя задавят конкуренты жестко, там, негативом тебя пульнут просто, там, или тебе там придет письмо, там, каким-то образом через тебя, там, через адвоката, там, тебя забомбят, не знаю. Ну, короче, может быть много всего. Есть, конечно, шанс на провал. Я не могу сказать, какой шанс, но всегда есть бизнес. Скажи, пожалуйста, а какой человек, допустим, ну вот никогда не достигнет успеха? То есть, может быть, есть какой-то характер, я не знаю, может, критерии какие-то там человек там... Успеха в жизни или на Не, Амазоне? успеха на Amazon, торговля на Amazon. Не знаю, кто-то, кто вообще не владеет английским. Ну, тоже не факт. Можно и английским не владеть, и делегировать это все, да, у тебя есть деньги, ты крутой бизнесмен, ты нанял себе команду, они на Амазоне тебе делают деньги. Ты же не знаешь, как это все работает. Я еще очень далек от такого. Мгм. Типа, чтобы это. Ну, просто, да, возможно, вот так вот тоже сделать. Но вообще, кто, не знаю, ну, кто-то, кто не готов терпеть поражение, не знаю, кто не готов кто не верит вообще в свои возможности. Ну, такие вещи. То есть, как бы, если ты полностью, не знаю, не веришь в себя, ничего не это, ну, у тебя, не знаю, ты считаешь себя невезунчиком, тогда тебе не повезет на Амазоне. Ну и вообще, наверное, вообще изначально должны быть какие-то задатки дисциплины и вырабатывать эту дисциплину, да, нарабатывать, Да, вырабатывать. да, да. В любом... Это бизнес, смотри, это еще один бизнес. Как и можно делать бизнес, не знаю, можно там, автомойку сделать. Тоже будет какая-то конкуренция. Те, кто не готовы сидеть и обучаться, и пробовать, ничего у них не получится в жизни вообще. У них не будет, скорее всего, да. Надо, чтобы что-то хорошо получалось, да, имею в виду хорошо, ты говоришь успех, типа, ну, например, что значит успех? Опять же, успех это у всех по-разному, Ну, да. понятно, ну, допустим, поставил какую-то... Какой-то, да, какая-то для тебя цель, что ты до нее достиг, там, если ты, не знаю, постоянно не достигаешь своих целей, то у тебя есть шанс не достигнуть целей на Амазоне, например, да, вот такое. Смотри, а вот, например, если человек там, у него есть какие-то задатки, он дисциплинированный, готов учиться, там, я не знаю, усидчивый, все такое, он может подумать, блин, вот реально, как бы, уже 2021 год, рынок нереально занят, куча товаров, и, типа, может чем-то другим заняться. Можно попробовать. Как бы, тут в чем вопрос? Типа, как бы имеется в виду, ну... Как человеку убрать эту мысль? Я понял. Ну, Типа, он склоняется больше на нет. Я понял, склоняется больше на нет. Но вообще научить себя говорить «да» больше вещам. Обычно я заметил, что люди, которые склоняются на нет, они во многих сферах жизни склоняются на нет. Вот есть такая тема тоже. То есть, не знаю, там, пойдем, не знаю, отдохнем, пойдем там, проедемся куда-нибудь. Да не, оставь, что там, я не знаю, туда-сюда, не могу там, что-то. Ну, понял, то есть, и это может на другие вещи в жизни тоже перейти. Не то, что надо быть yes-меном постоянно, хотя очень классно быть открытым к жизни. Жизнь короткая, знаешь, там, она буквально вот уже сейчас вот-вот закончится, знаешь, как бы. И, ну, да, надо, как сказать, ну, чтобы получалось, да, наверное, просто быть упертым,
береть как таран, знаешь, идти как бы, потому что, ну, жестко, да, непросто. Я тебе говорю, вот, ну, не многих ребят знаю, вот, многих не получается, останавливаются, не начинают. Не дожимают, Большинство людей, большое большинство прям, как будто... просто не начинает. И там тоже, да, хотя бы кто-то, кто начал там, ну, тоже там многие отпадают. Я помню, когда мы начинали еще в 2016 году, там кто-то еще в то время начинал на Амазоне, многие уже не продают по разным причинам. Кто-то вообще ушел типа, с этого пути, типа, там, создавать какой-то бизнес. Попробовал, не получилось, вернулся обратно там, в университет, пошел. Не то, что есть какие-то проблемы с универом, да, в плане, типа, ну, это просто еще одна вещь. Я просто имею в виду, что, как бы, вернулись на обычный путь, как бы. И опять же, это выбор человека, это нормально, но я не вернусь. Никогда. Это круто. Да. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то инструменты для торговли на Amazon? Какими ты пользуешься? Какие ты можешь посоветовать? Я понял. Именно программки, да, всякие? Ну, Программки, я да, понял. да, программки. Да. Ну, вот мы пользуемся Helium 10 с 2000, по-моему, то ли конца 17-го, то ли начала 17-го, что-то такое. Что это за программа? Helium 10 это прога для Amazon, там можно продукты искать, можно ключи под листинги искать, рекламу там можно настраивать через нее, можно смотреть прибыль, ну, profit and loss, типа сколько заработал, сколько потерял, автоматическая почта, блин, да дофига всего, это all-in-one такой сет, кстати, тоже будет ролик вот здесь вот в карточке, в описании про Helium 10, там полный обзор часовой мой, кому интересно, вот, и там можете посмотреть, что это такое. Хорошая прога. Jungle Scout есть, тоже неплохая. Мы с нее начинали на Amazon. Тоже будет ролик, я в будущем сделаю. Тоже, если сделаю, скину снизу обзор. Seller Board хороший тоже для там подсчета прибыли. Там и там у них тоже есть разные... Много всего хорошего. Это бесплатный или платный? Не, у них есть бесплатные. У Jungle нету бесплатного. У Helium там есть бесплатный аккаунт. Попробовать. У Seller Board тоже. Вот, Sellerboard есть, бесплатный акт тоже. Да, я закину в описании тоже ссылочки на разные скидочки, на вот эти вот, скажем так, сервисы разные. Кто захочет поддержать канал, сможете через меня записаться. Кто нет, может просто поискать, там, как хотите. Вот, но будут скидочки тоже, да. Скажи, пожалуйста, а большое отличие между бесплатным и платным сервисом? И насколько вот чувствуется разница? Ну, обычно в бесплатном тебе дается просто часть вещей попробовать их. А потом тебе надо платить, потому что не хватает как бы... для максимального потенциала. Типа такой трехдневный или недельный триал, такая... Ну смотри, я скажу, что селлерборда, да, вот у них есть, там, у меня есть, скажем, ссылочка на 2 месяца, ну, трайл, где полностью ты можешь всем пользоваться. Это вообще 2 редко. месяца? Да, офигеть. это вообще, да. Не, это круто. Обычно, да, знаешь, да. там 3 обычно дня с неделю. В Helium у тебя, скажем, есть бесплатный акт бесконечно, но некоторые вещи у тебя там на 30 дней, там, какие-то... На Sellerboard, насколько я помню, там, по-моему, полностью все можно пользоваться. Такая ссылочка есть, да. Описание. То есть, ну, как бы ты пользуешься всеми инструментами или какой-то один из них? Вообще мы пользуемся большинством, наверное, да. Есть какие-то, которые там, ну, просто нерелевантны. Кому-то, кто там так-то занимается Амазоном, там будет релевантен этот. Иногда, чтобы найти продукт, ты пользуешься там Helium 10 Black Box, я говорил про этот ролик тоже, там, до этого, про поиск продукта. Но когда ты не ищешь продукт, ты пользуешься подсчетом прибыли, скажем. Profits называется. Из этих всех ты какой можешь посоветовать больше всего, с которого стоит начать? Ну, начать вообще как новый торговец. Как инструмент, да. Ну, Helium 10, да. Helium 10. Стоит ложиться. Там есть 50% скидка на первый месяц, $50 получится примерно. Ну, для начала можно так. То есть Helium 10 $50, да, на первый месяц это скидка? Да, потом по 100. Потом по 100. А на других сервисах сколько стоит? А Jungle у меня есть на 50% на первый месяц будет 34 стоить, потом по 69. Ага. А Sellerboard там разные есть. 20 месяцев, там до 200 месяцев, по-моему. От плана зависит. Да, там планы. В Helium тоже есть планы подороже. Угу. Но это все может поменяться со временем, поэтому если вы прям из будущего, надеюсь, там все хорошо. Хорошо, так мы разобрались с тобой. Ты объяснил, сколько денег уходит на эти инструменты. И вот смотри, например, я нашел что-то новое, платное для торговли на Amazon. Как мне понять, что оно поможет? Стоит это брать, не стоит это брать? Типа сервис какой-то, программка? Да, допустим. Ну, посмотри пару обзоров. Посмотри обзоры, что говорят. Надо поискать ревью, да, вообще. Да, посмотри... Если отзывы, если нет отзывов, это тоже настораживает, да? То есть тебе обещают что-то там за $100 и нету никаких отзывов. Или да, если посмотри лучше что-то, что уже пользуется. Есть много игроков на рынке хороших в плане прог там. И иногда новые выходят проги, которые прям классно работают. Там. Просто посмотри отзывы, посмотри, как работает прога.
там обычно тебе какие-то показывают, как, ну, типа, там, туториальчиков таких разных, как оно работает, может, тебе надо, не надо. Тебе обычно тот, кто делает туториалы, ну, я этим тоже занимаюсь, я делаю туториалы, объясняю, так, это вот для тех, кто хочет вот так, а кто не хочет вот так, это не для него. То есть так я стараюсь облегчить людям жизнь, кто смотрит мои ролики. Выбрать, да, сразу, то есть определиться. Да, да. Понятно. О, да. Смотри, Вов, а вот, допустим, я запустил, да, я вот начал торговать на Amazon. Когда стоит ждать результатов? Вообще, ну, как бы, это вообще Может быть, есть? завтра, если ты хорошо с умом запустил, да, твой продукт, у тебя вот ушли продажи быстро, ты запустил рекламу, у тебя вот завтра уже ты в плюс идешь. Ну, как? Хорошо. Тогда такой вопрос. А когда вот, например, нет результата, какое количество времени должно пройти, вот нет результата, вот, я не знаю, месяц, 2 месяца, чтобы я, не знаю, либо прекратил, либо попробовал другой товар, может, как, что может, что Например, ты можешь заказал 500 единиц товара, да, сказать? Да, какого-то X. футболок. Да. Футболок, да, там. Ну, если И ты их с не умом покупать. искал там, да, и даже с умом, и все, тебе казалось, что с умом у тебя не И продается. все повторил, например, как мне говорили на курсе. Да, допустим. например, да, и у тебя все равно не получилось, не знаю, по каким-то разным причинам. Да. Ты пробуешь, не знаю, у тебя, ты там пробуешь продать, а у тебя, ниша умерла, например, что-то произошло, и люди перестали, все стали голыми ходить вдруг. Все, весь Да. мир сказал, мы ходим голые, и все, не продается. Ну, или больше. я купил, да, футболки с Мстителями, они прошли 3 года Вот, назад, да, и да. их никто не покупает. Да, потому что, пример, ну, да. Но тут же надо тоже с умом, но опять же, даже если с умом что-то хорошо. произошло, что убило эту нишу. Мгм. Ну, если полностью убило, то тебе просто придется вывозить ее и продавать ее в какие-то ритейл-склады, типа, то есть не на Амазоне. Например, искать каких-то людей в Америке, которые смогут магазины купить или liquidation. Сколько времени должно пройти, чтобы я понял, что мне надо вывозить и продавать? Ну, если ты заказал 500 единиц, и, не знаю, у тебя продается 1 единица в день, то это прикольно. Ты в итоге за 500 Окей, дней их продашь. Окей. Ну, в пример. Если 1 единица в неделю. Ну, попробовать поднять продажи, посмотреть, где у тебя дырка, почему не 2. Если прям все, ты в топе, не знаю, ты все попробовал, у тебя не получается, ну, меняешь товар. Меняешь товар. Да. Если, как скажем так, ну, типа, новый запускаешь. Может быть, да, прогорел, не знаю, просто ниша умерла, вытащил из Амазона, чтобы не платить потом больше Просто денег. понимаешь, в чем тут дело? Тут сложно, когда ты делаешь ошибку, сложно понять, что это ошибка. То есть где именно ошибка. То есть вот ты решаешь, знаешь, как в математике, ты решаешь пример, ты написал, подсматриваешь ответ, написано 5, а у тебя вышло 3. И ты все просматриваешь, и рекламу сделал, и вроде футболки ж носят, и все сделал. Почему? Что такое? Как Ну, ты будешь проверять, у тебя будет количество сессий на листинге. Например, у тебя нету сессий, тебе не заходят на листинг. Включи рекламу, посмотри, реклама не конвертит, значит конверсия низкая. Лучше фотографии. Фотография лучше не сработала, лучше копирайтинг. ключи, да, там. Да, то есть ты как бы... Может повторно просмотреть курс, может что-то упустил, да? Конечно. Ну, если ты прям все сделал, поговорил еще с каким-то ментором. И, кстати, часто ментор тебе может сказать: чувак, ты вообще выбрал продукт как бы хреновый. Типа, как бы у тебя здесь, вот у тебя один конкурент хавает 95%. Как ты хочешь тут зарабатывать вообще? Знаю, ты закупил 1000 штук. Пример, да? Не Да. заметил этого. Что он как бы хавает, и ты не можешь. Он топ. Или ты закупил, не знаю, там, у него патент, не знаю, там. Ну, патент тогда у тебя вообще сможет выгнать. Ну, как-то так, да. Тут все вот это дело, анализируя вот эти все, там, не знаю, ошибки, не ошибки, пробы и так далее, вот там идет, как не выгореть в этом процессе, вот как? Ну, обучиться у тех, у кого получилось. Окей, хороший курс взять. Делать, как говорят. Опять же, курс искать по отзывам, да, допустим? Тоже, да, курс по отзывам. Да, вот именно так, по отзывам. Смотреть, что советуют, что говорят про этот курс. Делать то, что там пишут, не лениться. Проверять себя, проверять китайцев, с кем будешь работать, проверять товар. То есть, да, все, много на самом деле как бы шагов в бизнесе на Amazon. Ну, вот как бы просто шагай и, скажем так, по проверенному пути, скажем так. И дальше обучайся вокруг, типа, вещам. А может, тоже поможет не выгореть, не начинать одному, а с кем-то, или не обязательно? Не факт. Да. Может Как быть, наоборот. ты посоветуешь? Стоит ли с кем-то начинать торговлю на Amazon? Или самому? Если у тебя есть кто-то, с кем ты прям доверяешь ему, На там, и 100%? готов, да, типа, тогда да, то, а так не могу тебе сказать, ну, как бы, как тебе удобно, да. Но можешь, если кого-то прям, кто-то, кто или больше, чем ты, зажженный, Замотивирован. меньше, не знаю, тебе придется его мотивировать тогда. Тебе придется вытягивать наверх. Или хотя бы вы на одном и том же уровне, и как бы вы готовы, типа, не знаю, там, ломать, ну, в плане хорошем, да, ломать, типа, там, ага,
5 там, максимум. Понятно. Скажи, пожалуйста, какая у тебя была цель в начале торговли на Amazon и как быстро ты ее достиг? Ну вот то, что говорил, одна из первых вещей, это может быть даже до торговли я написал ее, или когда мы начали, $4000 сделать за месяц. Ага. Это была из первых. Как быстро ты ее достиг? Год получилось, Да, ты сказал? я написал, да, на эту цель, по-моему, где-то я еще спасал. Это был, по-моему, даже написал ее перед тем, как мы начали продавать, а может быть, я вот не помню, честно, когда мы начали или нет, но да, 4 косаря сделать. А ты помнишь, может быть, когда ты ожидал, что ты ее достигнешь? Или... Я написал прям. Там, когда пишешь эту цель, ты пишешь себе время исполнения и прям как ты к ней придешь. Я буду зарабатывать $4000 по продаже на Amazon, продая, например, 4 продукта до X времени. Тебе нужно время и сколько ты хочешь. И у тебя В месяц или в у банке. тебя так и вышло. Да. Такая некая аффирмация. Еще расскажу вам одну вещь. Я вот говорю многим это делать, пишите. 99% не делают, 99% у них и не получается. И я не то, что на кого-то наезжаю, просто... И не то, что эти бумажки чем-то помогут, но... Камон, как бы... Ну, не то, что, опять же, у меня что-то супер получилось, но... Как бы, опять же, это каждый свою эту. Но это такой, как, по-английски mindset, типа задать ты себе... подписался, да, ты написал, у тебя бумажка перед тобой каждый день лежит. Ты на нее ты не молишься на нее, но ты почти на нее молишься. Ты смотришь туда и говоришь, я могу. Теперь кто скажет, это BS, типа, это bullshit. Well, whatever, man, типа, хорошо, как скажешь, не знаю, мне это помогло. Может, тебе не поможет. А может, и да. Но я советую попробовать. Ну, попробовать стоит. Да. Пиши цели, пиши время их выполнения. Вообще разные. Типа, я в этом году потеряю там 5 килограмм до 31 декабря. Брошу курить там и так далее. Ну, скажем, тоже, да. Какова твоя цель сейчас и когда она будет достигнута? Слушай, ну на этот год мы поставили в обороте 1 миллион сделать. То есть вот до конца года мы должны достигнуть этой цели. И сейчас на середину февраля, где вы находитесь? Далеко. Далеко. Меньше, чем на 1/10 даже. Да, где-то там. Ну, надо дальше работать. Нормально, получится. Как ты думаешь, что поможет вам достичь эту цель? Больше работать, больше вкладывать в рекламу? Больше работать, больше заниматься. И продуктов мы хотим в этом году, по-моему, еще 3 запустить. Один вот и запускается, еще 2. У вас 7-й запустился, плюс запускается, еще 3. да, еще 3. 2 как бы. Но может быть 2. даже еще 3. Ну, 2 по идее, да. По большому счету еще 2. Ну, на бумаге как бы должны дойти. Как бы. На бумаге должны дойти. По подсчетам, по всему должны дойти, да. Это оборот, не в профит. Это в revenue. Вот. И да, как бы. Заметь, мы же несколько лет торгуем, мы не дошли даже до этой цифры, как бы, потому что, ну, которую мы хотим в этом году сделать. Ну, по разным причинам. Я говорю, я не самый лучший вообще пример, как бы, торговли на Amazon, но... Ну, все же у тебя получилось, поэтому ты пример. В любом случае, мы... не самый лучший, но все равно работаем, ты пример. торгуем до сих пор, уже вот 5-й год, как бы, стараемся. Хорошо тусили, да, в Таиланде тогда, те 2 года. Хорошо отожгли. Не, вообще, да, это все, конечно, классно. Вов, скажи, и без вопросов, просто, может быть, ты какие-то дашь советы людям, которые хотят заняться торговлей на Amazon и вообще e-commerce? Да. Ну, что я скажу вам? Это настоящее, это работает, то есть можно в интернете торговать. То есть не выходя есть, из дома, да, как есть реклама такая. Да, это на самом деле не выходя из дома, то есть через компьютер все делается. Те, кто любит компьютер, кто любит сидеть, кто любит стараться, кто хочет построить настоящий бизнес, кто хочет что-то попробовать новое. Стать хозяином самому себе. Да, в итоге, да. То можно с этого начать. Это не такие уж большие вложения. Подумай, что если ты хочешь сегодня открыть бар где-то, я не знаю, откуда ты сейчас смотришь, скажем, Москва, не знаю, в Москве там открыть бар где-нибудь. Сколько денег надо? Много. Надо помещение, много. Здесь это не надо. Здесь много чего. Может быть, я не знаю, может кто-нибудь поделится в комментариях, но я думаю, там будет приличная жирная сумма даже для Израиля. Да, пишите комменты, любые вопросы, там это. Но много денег надо на такой бизнес. В интернете можно построить магазин, потихонечку запустить не за такие большие вложения. Вот. И что еще посоветую? Читайте книги, связанные с этим. Вообще, я не знаю, просто на русском, я много на английском читаю, поэтому не могу что-то посоветовать. Я там в секции про книги советовал пару книг, про интернет именно, про продажи. Вы будете salesman, как-никак, на Амазоне. Вы продавец продуктов на Амазон. Читайте про продажи, про психологию человеческую. Читайте про самоулучшение, потому что, надо мозг качать. И вообще делайте, действуйте, потому что, я, как уже говорил, жизнь как бы короткая, и
ну, всегда будьте готовы к провалу тоже, но настроены на успех, как бы. Потому что очень много, если думаешь, успех, у меня получится, я могу, у меня есть силы, я здоровый, я хочу, у меня будет получаться, я сделаю, я могу, я силен, я не слабый, я, понимаешь? А когда ты себе Да. говоришь, и это я говорю из опыта, когда я себя подавлял в голове, я был подавленный. Хм. Это видели мои близкие, это видели, не знаю, девушки, к которым я подходил там. Когда я был on fire, когда я был это, тоже все Заведённый, да. видели это. И это прикольно, жизнь короткая, знаешь. Да, то есть, в общем, провалы не должны нас сбивать. Нужно медленно, но Учиться, верно да, идти да. к цели, не ждать успех завтра. И если даже успех завтра наступит, не расслаблять булки. Надо Да, скорее продолжать всего, да, работать. тоже. Хорошо ты сказал. Вот Мгм. тогда мы расслабили булки. Вот тогда, в 18-м где-то, в 19-м, что ли. Прилив был успеха, да? Да, да, и... Ну и плюс хорошо зависали, как я уже говорил. Хорошо там тусили. Хорошо, да, было. Ясно, Вов. Ну, спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно послушать, очень много полезной информации, не только мне, но и всем остальным, кто посмотрит это видео. Спасибо. Спасибо тебе, что вот, ну, как ты, что приехал вообще, да, приятно, что вот встретились давно это. А всем, кто смотрит, тоже большое спасибо. Лайкните, пожалуйста, если понравилось, поделитесь, подпишитесь, бейте там по колокольчику. Пишите комментарии и ссылки полезные, переходите по ним, которые будут под роликом. Пока. Всем удачи!